Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня будем говорить об аргентинском диктаторе Хуане Пероне и его жене, знаменитой Эвите. Спасибо всем, благодаря кому мы записываем эту лекцию. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Пожалуйста, не забудьте, поставьте лайк, сделайте репост, вы очень нам поможете. Друзья, в этом выпуске нет рекламы. К сожалению, из-за статуса иностранного агента привлекать рекламодателей становится все труднее. А значит, что и денег от рекламы на канале становится все меньше. При этом нам кажется невероятно важным продолжать делать то, что мы можем, умеем и любим, даже в самые сложные времена. Мы будем выпускать лекции каждую субботу. Разговоры о важном также будут выходить, чтобы помогать учителям, школьникам, студентам и не только им разбираться в важных и сложных темах. Когда я говорю «нам», я имею в виду большую команду. Создание лекций и других материалов – непростой процесс, требующий усилий и компетенций многих людей. Операторы, звукорежиссеры, продюсеры, редакторы, дизайнеры – все они делают так, чтобы вы могли регулярно смотреть качественный и полезный контент. Я читаю множество ваших чудесных комментариев. Более 1,5 миллиона подписчиков на канале – это само по себе невероятно. Все это дает силы и надежду на то, что все, что мы делаем не зря. Пожалуйста, если вам нравится результат нашей работы, если вы хотели бы, чтобы и дальше продолжали выходить лекции и другие видео, я прошу вас, перейдите по ссылке в описании к этому видео и подпишитесь на регулярные пожертвования в поддержку канала. Какого бы оно ни было размера, вы нам сильно поможете. Нас уже поддерживает более 4000 человек. В каждом видео я благодарю тех, кто помогает нам в нашей работе. Поддержать нас можно через сервис Patreon для иностранных карт или платформу Boosty, если вы используете карты российских банков. А еще вы можете стать нашими спонсорами на YouTube. Если вы еще не подписались, пожалуйста, сделайте это. Спасибо вам! «26 июля 1952 года Эва Перон, духовный лидер аргентинской нации, женщина, которую возвели практически в ранг святой, ушла в вечность. Я вот недавно с удивлением узнала, что есть люди, которые не смотрели великий фильм Алана Паркера «Эвита». Но те, кто смотрели, наверное, помнят, с чего начинается фильм. Сидят люди в кино, вдруг останавливается показ, выходит почти рыдающий менеджер или директор кинотеатра и сообщает, что Эвита умерла. На самом деле так примерно и произошло. Остановились кинотеатры, закрылись театры, людей попросили покинуть рестораны. Остановилась вся жизнь. Вся Аргентина оплакивала Эвиту. Ну или почти вся. В одном из рассказов Хулио Кортасара есть такая фраза. Лирический герой сидит в баре, а надо мной висел портрет Эвиты, и меня тошнило от него. Но большинство оплакивало, конечно. Тело Эвиты было забальзамировано. Причем, как водится, сначала сделали такую быструю процедуру на время прощания. Прощание длилось 10 дней. Народ шел посмотреть на свою героиню. Затем около полугода доктор бальзамировал ее по-настоящему. Судя по всему, бальзамировщиком он был высококлассным, потому что сделал все на высшем уровне. Дальше для Эвиты стали строить что-то вроде мавзолея, где она должна была покоиться. А пока что в ожидании завершения строительства ее тело находилось в здании Конфедерации профсоюзов, одного из главных профсоюзов Аргентины, всегда поддерживавших Хуана Перона. Но наступает 1955 год, Перона свергают. Имена Перона и Эвы Перон были настолько тесно связаны. Сам образ Эвы настолько воспринимался как символ режима, что дальше решено было рассчитаться с ее телом. Мы не очень представляем себе, что происходило, но во всяком случае сразу же в первые дни революции ее тело исчезает. Где оно находилось какое-то время, непонятно. То есть, очевидно, его похитили
военные, которые свергли Перона. Есть версия, что тело Эвиты хранили в багажнике машины, потом за экраном одного из кинотеатров в Буэнос-Айресе, еще где-то, еще где-то. Очевидно, вот в эти недели над телом совершались какие-то очень неприятные надругательства. Ходили слухи о сексуальном надругательстве, но это неясно, не доказано. Но во всяком случае совершенно понятно, что тело били. Потому что когда потом тело будет обнаружено, то на нем будет много повреждений. После того, как ее прятали там, в фургоне, в машине, в кинотеатре, в водопроводной сети, еще где-то, в какой-то момент тело перенесли в здание военной разведки. И там оно довольно долго находилось. В 1957 году велись переговоры. Очевидно, здесь вступился Ватикан, хотя все, конечно, было секретно. И тело Эвиты вывезли в Италию, где ее похоронили в Милане, в скромной могиле под именем Мария Маджи. Об этом тоже, конечно же, никому не сообщали. В Буэнос-Айресе одно из проявлений недовольства новым режимом, вернее, режимами сменявшимися, были граффити на стенах домов, где тело Эвы Перон. Никто не знал. Тем временем Хуан Перон отправляется в изгнание после разных переездов, оказывается в Мадриде. В 70-м году одна из перонистских группировок, сохранявших верность изгнанному диктатору, похитила генерала Арамбуру, который одно время был президентом Аргентины, и он был одним из организаторов свержения Перона. Его похитили и убили. И заявили, что его тело обменяют на тело Эвиты. Эвиту выкопали из могилы, но в Буэнос-Айрес ее никто везти не хотел, и ее просто вернули мужу. Тело привезли в Мадрид. Надо сказать, что с телом генерала Арамбуру обошлись куда менее уважительно. Я вот все время думаю, что если Эвита так всех раздражала, если уже даже тело ее люди избивали, почему они просто не уничтожили ее тело, не сожгли? Нет, они его сохраняли. А тело генерала Арамбуру, которое обещали вернуть именно для того, чтобы он получил достойные похороны, просто выкинули на улицу в Буэнос-Айресе. Ну, вот там вот полиция подобрала. Эвита оказывается в доме своего мужа, у которого вообще-то уже другая жена. Но значение Эвиты никто не отменял. Один из близких Перону людей, бизнесмен Карлос Спадоне, присутствовал при возвращении тела и описал то, что происходило. Проверить трудно, но другого описания у нас нет. Он написал следующее. Генерал Перон, садовник и я вынули тело из гроба. Мы положили ее на мраморный стол. Наши руки были испачканы землей, поэтому мы поняли, что тело надо почистить, омыть. Что, в общем, неудивительно, если она больше 10 лет лежала в гробу. Но при этом вот уровень бальзамировщика тела сохранилось хорошо. Изабель, новая жена Перона, очень тщательно протерла тело ватой, намоченной в воде. Она причесала волосы Эвиты и постепенно прочистила их, а затем высушила феном. Все это заняло несколько дней. Вот здесь как раз были обнаружены все эти следы избиения тела. Было замечено, что не хватает кончика одного пальца, и была испорчена одна стопа. Очевидно, в какой-то момент тело хранили в вертикальном положении. Но на этом все не заканчивается. Хорошо, они обмыли тело Эвиты, привели ее в порядок. Что делать дальше? А дальше тело положили на специально установленной платформе в столовой дома Перона рядом со столом. И в течение следующих 2 с хвостиком лет они с женой обедали, а может быть и принимали гостей, не знаю, рядом с телом Эвиты. В 1973 году Перон возвращается в Аргентину. Он уже очень стар, есть версия, что он в маразме, но во всяком случае он не только возвращается, он даже становится президентом. Но остается им недолго, потому что он вскоре умирает. После его смерти президентом становится его вице-президент. Вице-президентом Хуана Перона была его третья жена Изабель, бывшая танцовщица в ночном клубе. И в 1974 году она становится президентом Аргентины. Она слышит доносящиеся до нее требования народа и обеспечивает перевозку тела Эвы Перон из Испании в Аргентину. Тело, конечно, не в очень хорошем состоянии, хотя сохраняется все еще. Вызывают другого специалиста по бальзамированию, которого просят привести тело в порядок.
Эвита покоится теперь в президентском дворце, рядом закрытый гроб с телом ее мужа. Довольно долго этот Доминго Телеше, грубо говоря, реставрирует ее тело и приводит его в порядок. Изабель Перрон хотела выставить тело предыдущей жены своего мужа. Для этого было решено построить здание под названием «Алтарь Отечества», чтобы Эвита находилась там, и все могли приходить и поклоняться ей. Началось строительство, но тем временем еще прошло время, 1976 год, Изабель Перрон свергают, помещают под домашний арест. Дальше много тоже всего будет интересного с ней. Доктор, приводивший в порядок тело Эвиты, от греха подальше уезжает с семьей из страны. Тем более, что он еще когда занимался телом Эвиты, получал много угроз. А тело, естественно, ни в какой алтарь не помещают, его отдают семье Эвиты и помещают в семейной усыпальнице. При этом усыпальницу делают несколько этажей, уходящих под землю. То есть есть один этаж, где в полу есть люк. Можно спуститься ниже, там еще люк. Можно спуститься еще ниже, и вот там лежит Эвита. И все это, естественно, закрыто, и никого туда не пускают, кроме родных и близких. Прошло еще 11 лет, и в 1987 году неизвестные осквернили гробницу Хуана Перрона, отпилили пилой ему руки, а потом говорили, что вернут, если им заплатят выкуп $8 миллионов. Но никто им не заплатил, и так это и осталось странное преступление нераскрытым. Вот такая дикая, жуткая, странная история о посмертных, даже не знаю, как сказать, злоключениях, наверное, Эвиты и ее мужа. Но, в общем-то, это не просто такой ужастик. Во всей этой дикой совершенно истории есть большой символизм. Здесь видно, как этих двух людей, с одной стороны, обожали, практически обожествляли, готовы были им поклоняться и при жизни, и после смерти, и одновременно какую ненависть они вызывали в другой части общества. Автор одной из биографий Перрона долго рассуждает о противоречивости и судьбы, и характера этого человека. Он пишет следующее. Перрона избрали президентом в соответствии с традиционными демократическими правилами, после чего он начал применять репрессии, настаивая при этом, что это тоже демократическая политика. Его оппоненты, которые восхищались традиционной демократией, лишили перронистов права голоса на основании того, что это было антидемократическое движение, хотя перронисты были самой большой политической группой в стране. Сам Перрон говорил, что он всегда раздваивается, что есть тот Перрон, который действует, и другой, который как будто со стороны за ним наблюдает. Все тот же историк продолжает. Был Перрон, который произносил пышные речи с балкона дворца, популистский оратор, возвышавшийся над огромным кричащей толпой внизу. Был Перрон трезвый прагматик. Был легкомысленный Перрон. И был не слишком храбрый Перрон, который всегда оставался позади во времена опасности. Один из Перронов обладал культурной речью и хорошо писал. Другой мог говорить на цветистом жаргоне трущоб Буэнос-Айреса. Среди Перронов был тот, кто всегда говорил правду. И был тот, кто говорил так, как будто бы никогда об этой правде не слышал. Был военный Перрон, и был совсем другой Перрон-политик. Был Перрон, который набрасывался на империалистические иностранные корпорации. Тот же самый Перрон втайне вел переговоры с компанией Standard Oil. При этом часть жизни Перрона была посвящена армии, преподаванию, изучению военной истории. И эта часть принципиально отличается от того времени, когда он оказался президентом Аргентины. Потом он оказывается изгнанником, и ему удается невероятная вещь. Через 17 лет после изгнания вернуться и даже стать президентом. Перрон очень любил Плутарха и считал своим предшественником Ликурга. Ликург – это знаменитый спартанский царь, тот самый человек, который определил строгий спартанский образ жизни.
Немножечко странно, что это говорит человек, который вообще-то обладал, конечно, тайным счетом в Швейцарии, куда переводились украденные деньги, ну и вообще особой спартанской строгостью не отличался. Он был очень начитан, очень культурен, что совершенно не противоречило тому, что он мог закрывать университеты, увольнять сотни и сотни профессоров. Это как-то в голове у него укладывалось. Это, кстати, у многих диктаторов укладывается в голове, что самому можно много читать, размышлять, погружаться в культуру, а быдло пусть живет по-другому. Вот этот вот крайне противоречивый человек вызывал действительно крайне противоречивые чувства. Один его близкий друг говорил следующее. Для многих из нас, прежде всего для простых людей, Перрон был идолом, был богом. Я не сомневаюсь, что через 100 или 200 лет люди будут обращаться не к Богу и к святым, а к Богу и к Перрону. Я в этом убежден. Конечно, вопрос, насколько искренне он это говорит. Но вот один испанский журналист написал, Перрон любил своих собак, а его любила большая часть населения его страны. При этом, вот помимо того, что уже интересно посмотреть на столь, ну, скажем так, разностороннего и противоречивого человека. С другой стороны, судьба Перрона, вот она вроде бы прекрасно документирована, о нем писали газеты, уж, конечно, аргентинские и заграничные. Его судьба описана во множестве книг, зафиксирована, фотографии, киносъемки, что угодно. В то же время он написал свою биографию, которая, естественно, очень сильно искажает факты. Насколько можно ей доверять, это очень большой вопрос. Его архив, большая часть его архива, хранилась в суде в Буэнос-Айресе и находилась в таком пренебрежении, что никто и не заметил, что довольно большую часть документов съели крысы. Не совсем понятно, где находится его очень обширная переписка, которую он вел, живя в изгнании. Возможно, она хранится в его доме в Мадриде, но она не была пока опубликована. Последний секретарь Перрона, который был очень близким человеком и к нему, и к его жене, после их смерти бежал из страны. Возможно, он увез с собой какие-то тоже ценные документы. Очевидно, еще будут какие-то находки, связанные с биографией Перрона и Эвиты, какие-то публикации. Возможно, в результате этого многие оценки, многие факты, которые сегодня принимаются как должное, будут изменены. Так что изучение Перрона далеко не окончено. Знаменитый британский писатель, человек родом с Тринидада, и поэтому носящий непростое имя Видиадхар Найпл, лауреат Нобелевской премии по литературе, написал эссе, которое называется «Возвращение Эвы Перрон». Там он рассуждает о биографии Эвы тоже, с которой, опять же, многое непонятно. Эва осознанно искажала разные факты своей биографии, подменяла документы, об этом еще будет речь впереди. Она тоже написала автобиографию, на самом деле, конечно же, за нее ее писал другой человек, как часто бывает со знаменитостями. Эту биографию сделали обязательной для изучения в аргентинских школах. При этом тоже ее достоверность вызывает очень большие сомнения. Найпл пишет в 70-е годы о том, что он не может найти правду, не может добраться до правды об Эвите. Воспоминания редактировались. Люди произносят или панигирики, или речи полные ненависти. Те, кто ненавидит Эвиту, вообще отказываются о ней говорить. Говорить об этом надо, говорить об этом будут. Уже много сказано, написано, снято и будут, конечно, говорить. Во-первых, потому что Перрон непростой диктатор. Он может быть получше и помягче многих других диктаторов, но, конечно, все равно жестокий, ворюга, приказывавший пытать людей, все при нем. В то же время человек, вызывавший и вызывающий обожание. Эвита вообще женщина невероятной судьбы и женщина, вокруг которой буквально клубятся мифы. О ней, конечно, очень много пишут феминистки, несмотря на то, что она все время подчеркивала такое свое подчиненное положение по отношению к обожаемому мужу. О ней пишут с восхищением, с ненавистью. Когда Алан Паркер решил, что Эвиту в его экранизации мюзикла Эндрю Ллойд Веббера будет играть Мадонна, то прошли возмущенные выступления по всей Аргентине. Не может эта развратная, порочная женщина играть нашу святую Эвиту. А
Культ Эвиты действительно строился, ну, практически как культ святой. И, наверное, понимание вот этого механизма, того, как актрисочка без особых талантов превратилась в святую, в духовного лидера, в икону Аргентины, тоже это многое поможет понять и в истории Аргентины, да и вообще, наверное, в человеческой психологии. Плюс к этому, конечно, Перрон и Эвита жили и действовали в очень непростое время. И поэтому тут интересна не только их судьба, но их судьба на фоне Аргентины. Карьера Перрона в 20-е годы 20 века происходила в богатой, стабильной стране, одной из самых богатых стран Латинской Америки. В стране, про которую в 29 году один английский ученый написал, что революция в Аргентине настолько же вероятна, как революция в Англии. В 30 году произошел первый переворот, за которым последует еще огромное количество. С 30 по 87 год в стране сменится 25 правительств, из них 14 в результате переворотов. И дело не только в этом. Хотя, конечно, история Аргентины 20 века – это история убийств политических, переворотов, пыток, похищений и многих других ужасов. Виноват ли в этом Перрон? Я думаю, что да. Многие думают, что нет, наоборот, что он пытался остановить этот процесс. Ну, во всяком случае, даже если он виноват, то, конечно, не он один. Но его роль в происходившем велика. Перрон родился в 1895 году в маленьком городке Лобос, и это уже существенно, потому что уже тогда в Аргентине существовал огромный разрыв между жизнью Буэнос-Айреса, космополитической, ориентированной на Европу столицы, и жизнью огромной страны, существовавшей по совершенно другим правилам, где про Европу знали очень мало, ориентировались на какие-то давние традиции. Для носителями власти считали не президентов, менявшихся там где-то в Буэнос-Айресе, а прежде всего местных, ну, таких вождей кланов, каудильо, предводителей, которые могли диктовать всем зависевшим от них людям свою волю, перед которыми преклонялись, на которых рассчитывали в любых вопросах, экономических, политических, бытовых и так далее. Детство и юность Перрона проходили в непростых обстоятельствах. Когда он был еще мальчиком, его отец уехал на заработки в Патагонию, то есть на Дальний Юг, туда, где бескрайняя пампа, где пасутся огромные стада, то есть вообще, где люди живут среди природы. А аргентинская культура еще связывала юг с образом гаучо, такого романтизированного крайне пастуха, живущего привольной жизнью. Вот куда-то туда уехал отец. Через год он выписал к себе семью. Но надо сказать, что у Перрона были такие достаточно прохладные отношения с отцом и с матерью. Вернее, отношения были уважительными, но никаких особенно сильных чувств, судя по всему, там не было. Во всяком случае, мать даже не приедет на его инаугурацию, когда он станет президентом. Перрон с семьей переезжает в Патагонию к отцу, и здесь он живет среди природы. Он потом, конечно, будет подчеркивать, что вот здесь он узнал по-настоящему простых людей, природу Аргентины, ну, все, что должен говорить диктатор. Хотя, действительно, наверное, там он их узнал. Известно, что в этот момент он начал очень любить и ценить собак. И будет действительно любить их всю свою жизнь. Потом его отправляют в школу в Буэнос-Айресе. Семья была не богатой, но образованной. Дед Перрона был знаменитым врачом. Образование ценилось. Поэтому отец понимает, что здесь где-то среди пампы вряд ли удастся сына выучить. Его отправляют в Буэнос-Айрес, где он живет с родственниками. К родителям возвращается только на каникулы. И, конечно, это такая жизнь одинокая, жизнь замкнутая. Никаких особых воспоминаний у него о нежных тоже чувствах или о заботе особой родственников о нем не было. Он учится так себе. Потом, кстати, он везде будет учиться блестяще. А в школе, ну, похоже, что ему было не очень интересно. У него разные планы на будущее. Он хотел стать врачом, как дед. Потом он хотел стать инженером, очень почетная профессия. А дальше в какой-то момент он решил, что он станет военным. Он поступает в военный колледж, где очень хорошо уже учится, выходит оттуда младшим офицером
разные люди, вспоминавшие о том, как он служил, описывают его в превосходных тонах. Хотя тут, конечно, тоже надо понять, кто говорил это искренне, а кто писал это потому, что Перрон стал президентом. Но, во всяком случае, самые разные люди подчеркивали, как он заботился о своих солдатах, как он дневал и ночевал в казармах, уходил оттуда очень редко, как он заботился об их положении. Если кому-то не хватало денег, когда человек шел в увольнительную, он одалживал деньги. Просто такой идеальный командир. Слуга царю, отец солдатам. Ну, отец солдатам, да, про слуга царю или президенту – это вопрос еще. Уже в это время, когда он был молодым офицером, очень хорошо видно, во-первых, как он может много интенсивно работать, что ему почти не нужен отдых, он очень много читает, он очень много занимается своими солдатами, он все время работает. И военная специальность – это для него вот не что-то проходное, он очень серьезно к этому относится. И, судя по всему, уже в это время видно, ну, то, что можно назвать обаянием, а кто-то называет харизмой. Он очень привлекает к себе людей, его ценят, его любят, его уважают. При этом он очень выдержан, он никогда никому не обращается на «ты», он ведет себя крайне корректно. Он очень любит спорт. Разными видами спорта он занимается, он очень хорошо фехтует, он занимается боксом, он ввел среди своих подчиненных баскетбол, потому что он хочет, чтобы они тоже занимались спортом и были здоровыми и сильными. Ну, в общем, опять же, такой идеальный просто офицер. В 26-м году он поступает уже в военную академию и 3 года там учится, тоже с невероятной интенсивностью и очень хорошо ее закончит. Он познакомился с молодой девушкой, учительницей начальной школы, которую звали Аурелия Тиссон, и после 3 лет ухаживаний женился на ней. При этом были люди, близкие к Перрону, которые считали, что из всех своих 3 жен он по-настоящему любил только ее. И это несмотря на то, что, скажем, в биографии Перрона, такой более-менее официальной биографии, выпуск, который он контролировал, об этой первой жене нет ни слова. Она рано умерла, у нее не было никакого политического значения, очевидно, поэтому говорить о ней не имело смысла. Вот так он живет. Когда он заканчивал еще колледж, то отец подарил ему 3 книги. И известно, что эти 3 книги всю жизнь лежали на его ночном столике рядом с кроватью, он их постоянно перечитывал. Первый – это Мартин Фьерро, главный герой как раз такой пастух-гаучо, свободный, совершающий много интересных дел, живущий такой бурной, вольной жизнью, человек из народа. Вторая книга – это были сравнительные жизнеописания Плутарха, которые он читал очень внимательно, много раз перечитывал, очевидно, останавливаясь на жизнеописании Ликурга и думая о том, как жили спартанцы и почему спартанцы были лучшими воинами, чем афиняне. У Афин было развито искусство, а в Спарте за счет дисциплины, за счет контроля государства – единственное искусство, которое по-настоящему было развито, в котором они добились огромных успехов, это была война. Третья книга – это были письма к сыну лорда Честерфилда, аристократа XVIII века. Знаменитая книга, показывающая английскую умеренность, культуру, моральность. И это все будет для Перрона очень важно. Он мечтал всю жизнь о сыне, но так ребенок у него и не появился, ни от одной из его жен. Таким образом, он подходит уже, казалось бы, к пику своей карьеры. Он закончил академию, он занимается военной историей, он будет потом преподавать много. Вообще есть версия, что больше всего ему нравилось преподавать. Он много пишет, статьи, книги. Вот такой военный интеллектуал. Спокойная, стабильная жизнь. С 29 года все начинает меняться. Во-первых, Аргентина находится в состоянии политического кризиса. Формально все вроде бы здорово. Экономика хорошо развивается, очень популярный президент, все отлично. Но невероятная коррупция. Армия, которая вообще была очень важным социальным лифтом в Аргентине, как и во многих других не очень хорошо развитых странах, армия многим недовольна коррупцией, недовольна жульничеством на выборах, недовольна тем, что повышение по службе дают по знакомству, а вовсе не тем, кто это заслужил.
На это накладывается, очевидно, недовольство других слоев общества. Тут вопрос, насколько Перрон это мог понять, потому что этот вот разрыв между столичной и провинциальной жизнью огромен совершенно. И если в столице, ну, там, понятно, есть бедняки, а есть роскошные, богатые кварталы, есть креольская аристократия, которая возводит свою генеалогию к первым десятилетиям после появления испанцев в Америке. Но за пределами Буэнос-Айреса, естественно, есть богатые землевладельцы, но которые составляют ничтожную часть. И есть люди, живущие в ужасающей совершенно нищете. При этом одна из тоже таких странных черт политического устройства Аргентины заключалась в том, что центральное правительство имело право совершать то, что называлось интервенцией, то есть вполне официально вмешиваться в жизнь разных провинций, смещать правителей местных, назначать чиновников из центра и так далее, то есть контролировать. В этих интервенциях очень часто использовали армию, что военным тоже не слишком нравилось. Рассказывали про одного военного, которого вот во время такой интервенции отправили занять какой-то важный пост в некой провинции. И жизнь, которую он увидел там, приехав из столицы, была настолько ужасна, что через 3 месяца он ушел в отставку, объяснив это тем, что он не может выдержать, не может видеть этой бедности, этой нищеты, этой грязи, этого голода. Вот эта вот странная жизнь с таким разрывом, она, конечно, тоже не способствовала стабильности. Но пока все было тихо. В 1929 году, как мы знаем, начинается страшный экономический кризис, который начинается с краха на Нью-Йоркской бирже, затем очень быстро охватывает все Соединенные Штаты, затем переносится в очень многие другие страны. В Аргентине не было такой развитой финансовой промышленной жизни, чтобы кризис страшно по ним ударил. Но главный доход аргентинского государства заключался в вывозе сельскохозяйственной продукции, прежде всего мяса. Ну и не только. А покупать стали меньше, потому что просто у развитых стран было меньше денег. И таким образом косвенно кризис ударяет по Аргентине тоже. И прежде всего по тем, кто работал в сельском хозяйстве. И вот эта вот коррупция политическая, экономические проблемы, резкое старение президента. Президент Иригоен был когда-то невероятно популярен. Это был странный человек со странным поведением, но с очень твердыми моральными принципами. Вокруг него все воровали, он был честен. Когда его избрали президентом, то люди выпрягали коней из его кареты, чтобы тащить эту карету к президентскому дворцу. А теперь, ну, очевидно, может быть, он уже сильно стареет, он дряхлеет, он теряет свою популярность. Как написал один аргентинский историк, что вот эти вот кризисные состояния вызывало много различных реакций. В конце концов, стали хорошо видны 2 основных реакции. С одной стороны, все больше распространяются, так, грубо говоря, фашистские взгляды. Крайне националистические, крайне правые, уповающие на силу государства. А с другой стороны, то, что этот историк назвал жульнической демократией. То есть много сторонников демократии, но демократия какая-то совершенно прогнившая. И вот в этой ситуации 2 группы военных, независимо друг от друга, хотя зная друг о друге, начинают готовить переворот. Это тоже очень хорошо характеризует ситуацию в Аргентине. Здесь мало у кого были четкие, продуманные, последовательные политические взгляды. Вот обе этих группы офицеров, они разделялись. Генерал Урибуро был более традиционных взглядов, был противником демократии, считал, что необходимо установить твердое правительство военное, которое наведет порядок. Генерал Хуста был более склонен к чему-то, что он предполагал должно стать демократией, был готов делиться властью с гражданскими. Вот такие 2 разных подхода, но обе группировки считают, что президент должен уйти. При этом вот политические вопросы ни там практически не обсуждаются. То есть они не обсуждают, а как мы изменим Конституцию, или какие мы новые примем законы, а что мы сделаем в экономической сфере. Они обсуждают, а вот как мы будем свергать президента, а куда пойдет колонна, а кто здесь, а кто будет агитировать в казармах и так далее. Это просто такое техническое обсуждение деталей переворота. Дальше они не загадывают, дальше там посмотрим, как будет. Перрон сначала примкнул к группе генерала Урибуро, что, в общем, очевидно, соответствовало его представлениям, потому что
К демократии он относился с подозрением. Но потом он посмотрел, что-то они очень пассивны, ничего не делают, и ушел от них. Но ненадолго, потому что через день он уже примкнул к другой, более, более демократической группировке. Вот эти переходы от одной политической силы к другой, они будут очень характерны для него. Потому что то он будет объединяться с левыми, то с правыми, то он будет смотреть на фашистов, то он будет смотреть на Че Гевару. В его жизни все время будут такие какие-то идеологические шатания, что, наверное, говорит о том, что его прежде всего интересовала власть. А остальное уже как-то вот к этому должно было присоединиться. То, что Перрон перебежал к группировке генерала Хуста, оказалось ошибкой, потому что как раз та группировка, из которой он убежал, решает действовать. Они даже объединились, вот тоже очень характерно, эти две группы объединились, но главным был генерал Урибуру. Военные колонны отправляются к президентскому дворцу. Ситуация настолько какая-то развалившаяся, разложившаяся, что они просто приходят и говорят президенту: уходите. Он уходит. Толпа бросилась к дому этого президента, выкинула его книги, бумаги, но не более того. Он уходит. Дальше начинается то, что в аргентинской истории называют позорным десятилетием, на самом деле чуть больше, чем 10 лет, потому что вот с 30-го года до начала 40-х в стране происходит бог знает что. Разные группировки военных борются за власть, объединяются, разъединяются, выталкивают одних, поднимают других. Регулярно проводятся выборы, в частности, выборы президента, жульнические, беспредельно. Президенты меняются, потому что по Конституции тогдашний президент мог оставаться на своем посту только один срок. Но каждый президент выбирает себе преемника, очень быстро становится ясно, что именно его и выбирают. Подтасовки, фальсификации. В общем, знакомая картинка. Параллельно с этим сложная очень ситуация, потому что депрессия великая никуда не делась. И в аргентинской экономике тоже депрессия. Она бьет прежде всего по сельскохозяйственным работникам. Что они делают, если нечего есть? Они, конечно, отправляются в столицу. Огромный приток мигрантов в столицу из деревень, из сельской местности, который очень сильно меняет ситуацию в Буэнос-Айресе. Там, конечно, остаются вот эти портеньо, аристократы, интеллектуалы или просто вот такие горожане, скажем так, уже не в первом поколении. А приходит очень много этих людей, привыкших подчиняться каудильо, привыкших, что у них вот где-то там у них в Пампе есть такой вождь, к которому можно прийти со всеми вопросами, он поможет, а за это требует подчинения. Это, конечно, сильно скажется на судьбе Перрона, хотя пока он об этом не подозревает. И у нас нет даже никаких доказательств того, что он мечтает о власти. Мы знаем, что во время переворота 30-го года, когда там военная колонна шла к президентскому дворцу, Перрон куда-то делся. Вот его не было. Он не был главным человеком, даже одним из главных не был. Но его друзья вспоминали, что они его искали, к его дому подходили, а его нигде нет. Он потом объяснял, что он агитировал солдат в казармах, но это что-то никто не мог подтвердить. И есть очень такое достаточно обоснованное предположение, что он просто где-то прятался. И как-то вот со смелостью у него было плоховато. Из-за того, что он перед самым началом переворота перебежал от одного генерала к другому, особой карьеры он не делает, хотя все, конечно, отмечают его работоспособность, его образование, но не более того. То, что происходит с Перроном в 30-е годы, мы как-то вот тоже не очень хорошо можем себе представить. Вернее, мы можем себе представить только по его рассказам. Преимущественно. Его отправляют с каким-то разведывательным заданием на границу Боливии, на границу Парагвая. Потом его, как военного атташе, отправляют в Чили. Отношения у Аргентины с Чили не очень хорошие. Перрон там создал себе какую-то такую шпионскую сеть небольшую. Людей, чилийцев, которые поставляли ему документы, эти секретные сведения. Затем его отзывают. Нам тоже потом говорили, что его выслали, что еще что-то, там он бежал. Судя по всему, его просто отозвали, но похоже, что чилийские власти уже заметили его странное поведение. И вот человека, который пришел на его место, майор Эдуардо Ланарди, захватят на месте преступления. Когда к нему в миссию пришел его агент чилийский, принес какие-то секретные документы, и Ланарди их фотографировал, и здесь же лежали деньги прямо на столе, которые он должен был заплатить этому человеку. Ну и был ужасный скандал, Ланарди выслали, и Ланарди потом обвинял Перрона, что, мол, тот знал,
что уже идет слежка, а меня не предупредил, и я попался и был опозорен. Лонарди будет стоять во главе заговора, который свергнет Перона с поста президента. Но в тот момент, конечно, никто даже представить себе ничего такого не мог. Тем временем, это уже конец 30-х годов, тучи собираются в Европе, и Перона в 1939 году отправляют в Италию. Сам он потом писал и рассказывал о том, что его послали с каким-то очень важным заданием. Что-то он там такое очень-очень важное дело. Что он встречался с Муссолини, и Муссолини спрашивал у него совета, а он ему этот совет давал. Что потом он вместе с немецкой армией в 1940 году въезжал в оккупированный Париж и видел, что там происходило. Это все вызывает очень большие сомнения. Перон пока что никто. Ну, он военный атташе. Ничего особенного. Чтобы Муссолини вдруг... Еще якобы именно в тот день, когда Муссолини объявил о вступлении Италии в войну, вот он вдруг с каким-то аргентинцем будет советоваться. Да зачем ему этот аргентинец? Судя по всему, Перон просто стоял на площади и слушал, как Муссолини произносит свою напыщенную речь. Очень трудно себе представить, чтобы во время войны вдруг немецкие войска зачем-то предложили какому-то загадочному аргентинцу: а давай, мол, прокатимся с нами до Парижа. Это все похоже на то, что он приврал. Но ясно вот что. Он действительно там занимался с итальянскими войсками, изучал особенности ведения войны в горной местности, и он внимательно наблюдал за тем, что происходило в Италии и в Германии. И мы знаем, что ему очень понравилось и в Италии, и в Германии. Перона потом многие и современники, и историки будут называть фашистом. Это очень сложный вопрос. Перон не скрывал своих симпатий, особенно к Муссолини. Про Гитлера, он, конечно, потом помалкивал. У Перона, конечно, очень много сходства в его управлении с Муссолини. Опять не могу не вспомнить фильмы Вита, где герой Бандераса поет, сравнивают протестующие в Италии во время приезда Виты Перона с Муссолини. Не могу даже сказать, почему. На самом деле там сходство, конечно, напрашивались. Ему понравился жесткий контроль государства. Ему понравились профсоюзы, подотчетные государству. Ему понравился порядок в Италии и в Германии. Позже, уже после Второй мировой войны, Аргентина будет главным убежищем нацистских преступников. И, конечно, Перон об этом будет знать. И, судя по всему, тот человек, который организовывал прежде всего вот эту вот дорожку крысиную, по которой бежали преступники военные из Европы, этот человек, вообще у него был кабинет в Каза Росада в президентском дворце. Он был очень близок к Хуану Дуарте, брату Эвиты. И, конечно, Перон об этом знал и разрешал огромному количеству людей из Германии приезжать в Аргентину. На это возражают, что он хотел воспользоваться опытом немецким. Он очень ценил эффективность немецкой армии, немецкой экономики. И вот хотел, чтобы в Аргентину приезжали специалисты. Что, наверное, правда. Тем более, что, скажем, еврейская миграция в Аргентину тоже была очень большой, и Перон не возражал. Но с другой стороны, когда вспоминаем, что именно по этой дорожке в Аргентину приехал доктор Менгеле, палач Освенцима, когда в Аргентину приехал Адольф Эйхман, главный организатор Холокоста, Перон мог не знать конкретно про каждого, в чем преступление того или другого. Но то, что эти вот иммигранты, это были далеко не только специалисты в строительстве или в военном деле, вот это он, конечно, понимал. А его это преклонение перед Италией и Германией началось во многом с того путешествия в 1939-1940 году, которое он совершил. Когда он возвращается домой, то он едет через Испанию. А Испания 1940 года – это страна, разоренная гражданской войной. Перон это будет тоже неоднократно вспоминать и говорить о том, какое страшное впечатление на него произвела гражданская война, следы гражданской войны, и как он поклялся, что он никогда ничего подобного не допустит в Аргентине. Идея единства аргентинского народа, вокруг него, конечно, она ему была очень близка. И, может, она зародилась и раньше, но, во всяком случае, во время этого путешествия она только укрепилась. С начала Второй мировой войны Аргентина оказывается в сложном положении. Главный торговый партнер Аргентины – это Великобритания. Великобритания покупает большую часть аргентинского мяса. Начинается война.
И англичанам совсем не до того. И спрос падает, и вывоз падает. И это большой удар для Аргентины. И начинают искать новые торговые связи. Ну, в частности, Перрон потом объяснял, что вот одной из задач, которую он должен был решить, приехав в Германию, было наладить торговые связи. И потом он еще ездил в Германию. Хотя непонятно, почему военный атташе этим занимается. Но, в принципе, большое количество интеллектуалов и очень большое количество военных смотрят на Германию с огромным уважением, с уважением к ее армии. И вот здесь тоже такой вопрос, в котором очень нелегко разобраться. Почему они восхищаются Германией? Потому что там Гитлер с его политикой? Или просто потому что там армия хорошая? И они рассчитывают на помощь немецких специалистов. В Аргентине в это время очень много людей таких крайних националистических взглядов, крайне традиционных консервативных взглядов. Насколько это пересекается с их прогерманскими настроениями. С другой стороны, интеллектуалы очень многие воспевают сильную руку, наступление времени шпаги, вот какие-то такие вещи, что, понятно, с одной стороны, потому что страна в развале совершенно вот от этой коррупции, от этих смен правительства бессмысленных. Вот придет какой-то генерал, который наведет порядок. Звучит очень все красиво, но понятно, что это, в общем, дорога к диктатуре. Хотя есть, естественно, и совсем другие люди. С 1941 года ситуация осложняется, потому что в Вторую мировую войну вступают Соединенные Штаты. Соединенные Штаты ждут от всех других американских стран некой единой политики. Там происходят совещания, конференции, на которых, что хотят американцы, чтобы другие страны тоже объявили войну Германии. Или уж во всяком случае их поддержали. И в общем большая часть стран не против. Но вот две страны, Аргентина и Чили, этого не хотят. Потому что они прогерманские, там много людей с прогерманскими взглядами, да. С другой стороны, они говорят, а вот мы не хотим, чтобы Америка нам указывала, а мы хотим торговать с Германией, а мы не хотим разрывать с ней отношения. И поэтому американцы пытались провести решение о том, что все латиноамериканские страны обязаны проводить одинаковую политику. А вот Аргентина и Чили добились того, что решили только, что советуют проводить. Значит, никто ничего не обязан. И живут все спокойно. В конце концов, постепенно, рано или поздно, другие страны Южной Америки объявили войну Германии. А Аргентина будет тянуть до того момента, когда уже все будет понятно. И вот к 1943 году в армии нарастает снова недовольство очередным президентом, который, во-первых, уже назначил себе преемника, очень неприятного для армии, богатого, торговца, не армейского человека. С другой стороны, президента подозревают все время в желании все-таки объединиться с США, а среди офицеров, как я уже сказала, очень много людей прогерманских взглядов. Плюс общий развал и общая коррупция. В результате в 1943 году возникает общество офицеров, которое сокращенно называется ГОУ. Это название по-разному расшифровывали. Что-то вроде объединения молодых офицеров. Вот как-то так. Очевидно, Перрон был одним из тех 20 людей, которые, собственно, задумали создание вот этого ГОУ, этого общества. Очень трудно понять, потому что все было засекречено. В любом случае, даже если он и не был основателем, хотя, скорее всего, был, он активно участвовал в этом обществе. И это уже большая перемена, которая произошла за прошедшие 10-13 лет. Он уже очень активно действует, он готов к каким-то решительным шагам. Дальше разворачивается какая-то совершенно анекдотическая история, которая тоже показывает интересный уровень политического сознания, организации аргентинского общества. Президент Кастильо, которого, собственно, собираются свергать, узнает, что офицеры-заговорщики ведут какие-то переговоры с его военным министром Рамиресом. Он, естественно, в ярости, он того вызывает и спрашивает, что такое происходит. Говорит, подавай в отставку. Только не буду. Президент решает сам его отправить в отставку. И тогда Рамирес уж точно объединяется с заговорщиками. Он говорит президенту, что сейчас пойдет их усмирять,
идет к ним, говорит, давайте избегать кровопролития, и тут же переходит на их сторону. То есть это какие-то вот эти перебежки из правительственного лагеря к заговорщикам. Никто не понимает, кто чего хочет. Одни заговорщики жаждут сближения с Германией, другие против этого. Кто-то считает, что вообще весь заговор организован немцами. А в немецком посольстве дипломаты сжигают тайные документы, потому что боятся, что сейчас ворвутся заговорщики. То есть никто ничего не понимает, что происходит, кто чего хочет. Колонна идет по улице. Ну, там где-то даже вот возникла перестрелка, при этом вообще-то была перестрелка со своими, они просто не поняли, кто за кого. Но вот кроме этой нелепой перестрелки, там дальше и жертв никаких в этой революции не было. Президент благополучно, значит, из дворца ушел, сел на корабль, уплыл в город Ла-Плату, а тут заявил, что он уходит в отставку. Все. А эти даже не знают, что дальше делать. У них программы никакой нет. Нашли некого генерала Роусона, который пользовался уважением, хороший генерал. Вот решили, что он будет президентом. Он просто вошел во дворец и сел в кабинет президента. Говорит, я президент. И это очень странно, потому что большинство заговорщиков прогерманские, а Роусон проамериканские. Но вот он подвернулся, сделали его президентом. Правда, он не угодил заговорщикам. Он пошел вечером обедать в клуб, обедал там со своими друзьями, тоже военными, и говорит, а хочешь ты будешь министром, и ты будешь министром. И назначил их. Заговорщики говорят, как это так? Это кого это вы назначили, господин генерал? Увольняйте их. Говорит, не буду. Тогда они его выгнали. Вот, то есть, какая-то совершенно анекдотическая смена властей. Вот здесь тоже в эти дни и часы Перрон, который довольно большое уже значение имел и среди заговорщиков, и в армии вообще, он как-то не виден совершенно. Он объяснял так, что на первых этапах революции надо оставаться вне линии огня. Потому что вот те первые, кто идут в революцию, они погибают. А потом уже начинается настоящая борьба за власть. Генерала Роусона выгнали, и президентом становится тот самый бывший военный министр Рамирес, который тоже, значит, бегал из одной партии в другую. И дальше происходят важные вещи для Перрона. Во-первых, военным министром назначают генерала Фаррелла, с которым он уже много лет работал вместе, на которого он оказывал огромное влияние. Фаррелл делает его начальником своего секретариата, ну, то есть очень важным лицом в Министерстве обороны. Это такой большой взлет. И вот здесь тоже видно, как от своей преподавательской деятельности, научной, он все больше и больше отходит, все больше погружается в эти политические игры. Президент абсолютно нюня. Он делает то, что ему посоветовал последний человек, с которым он поговорил. Если через час ему дадут другой совет, он поступит по-другому. И тому было много примеров, как он там кого-то собирался увольнять, потом раздумывал, ну и так далее, и так далее. А вот роль военного министра и Перрона при нем очень велика. И дальше Перрон занимается тем, что он на разные важные посты и в армии в целом, и в военном министерстве ставит людей вот из этого общества, из ГОУ. Он понимает, что это его люди. При этом они все подписывают присягу, а для военных это, естественно, очень важно. Они подписывают клятвенные обязательства. Очень интересное, что, во-первых, они будут беспрекословно выполнять все приказы военного министра и приказы генерала Перрона, который вот просто начальник секретариата. Но не просто. А во-вторых, они будут сообщать, то есть доносить на всех тех, кто не согласен с деятельностью президента и военного министра. А в-третьих, они подписывали заявление об отставке без указания числа и отдавали Перрону. То есть любого из них, если он начинал как-то вести себя непокорно, можно было отправить в отставку на основании его собственного заявления. Фаррелл и Перрон, значит, кого-то снимают потихонечку. Значит, тех, кто против них, там, скажем, дают почетный пост послом или военным атташе где-то за границей. Убирают на его место своего человека. Кого-то, кто сильно им сопротивляется, могут перевести, например, служить в Патагонию, вот туда где-то далеко на юг, где холодно, ветра, только стада пасутся, вот отправляйся туда. И все больше и больше их людей. Президент Рамирес вот ничего не может решить. Практически каждый день несколько человек из его окружения и его жена
говорили ему: надо уволить Перона. Перон что-то замышляет, надо уволить Перона. Вот жена считала, что Рамирес приходит в президентский дворец, и его там опаивают чем-то. Потому что она ему говорила, он говорил: да, я сегодня это сделаю. Приходит и ничего не делает. И Перон один из важнейших людей во власти, и ничего не происходит. Был момент, когда президент вызвал некого генерала и велел завтра арестовать и министра Фаррелла, и Перона. А в 2 часа ночи передумал. Он решиться ни на что не мог. И это, конечно, была прекрасная ситуация для Перона. Когда его окружают или вот такие совершенно нерешительные люди, которых нельзя назвать политиками, и даже вот те, кто вокруг него, кто действует вместе с ним, они не очень понимают, что они хотят. У них не сформированы четко какие-то политические планы. А вот он четко все продумал. В какой-то момент, мы не знаем в какой, может быть, когда он в Италии там слушал речи Муссолини, может быть, позже, он решает создать для себя такую неожиданную опору. С одной стороны, он решает, что он будет опираться на армию, что понятно, он столько лет служит в армии, он занимает важный пост, здесь все ясно. А с другой стороны, он решает, что он будет опираться на низы общества. Потом, конечно, очень много говорилось о том, что просто он вот жизнь свою был готов отдать за бедняков, и поэтому решил ради них бороться. Это все очень красивые слова. Пока что он борется просто за власть. И он решает, что у него будет такая двойная опора. В течение 43-го и начала 44-го года там происходили интересные перемены. Генерал Фаррелл стал вице-президентом, несмотря на то, что Рамирес собирался его арестовать столько времени. А затем, после того, как Аргентина объявила войну Германии, у тех, кто был за Германию, это вызвало возмущение. У тех, кто был даже за союзников, это тоже вызвало возмущение. Во-первых, потому что вроде как неблагородно уже павшего противника топчем. А во-вторых, боялись, что таким образом укрепится власть президента, сейчас он получит поддержку Америки, и укрепится диктаторская власть. Странное немножко рассуждение, но все время ждали диктатора. В общем, в конце концов, президент уходит в отставку, Фаррелл становится президентом. Влияние Перона на него огромно. Перон мог добиться для себя самых разных постов, самого большого повышения по службе. Он просит оставить его на посту в военном министерстве, а одновременно сделать его главой совершенно ничтожного, никому не нужного, никому не интересного учреждения. Учреждение это называлось Департамент труда и социального обеспечения. В основном там занимались статистикой. То есть собирали сведения, сколько безработных, какая зарплата, и все. Они подчинялись Министерству внутренних дел и совершенно никому не были интересны. Но странная такая придурь у Перона, его назначают туда. А дальше он действует очень хитро. Во-первых, так как он может крутить президентом как хочет, то он добивается того, что этот злосчастный департамент выводят из-под контроля Министерства внутренних дел, подчиняют непосредственно президенту. Это называлось у них секретариат, но, в общем, практически это становится особое министерство. Там нельзя было по закону больше определенного количества министерств, чтобы было. Поэтому это называлось секретариатом труда и социальной политики. То есть Перон становится министром, который отвечает за социальную политику. И это ему и было нужно. И он начинает активнейшим образом проводить совершенно новую для Аргентины социальную политику. Очень характерная вещь. В конце 43-го года, сразу после его назначения, он произносит речь на радио. И с этого момента радио будет важнейшим инструментом его политики. Потому что радио слушали по всей стране, и он мог дотянуться до огромного количества людей. Грамотных, неграмотных, богатых, бедных, простых людей. И он говорит о том, что началась новая эра. Началась эра социальной политики. Где-то в это же время он приходит к Фарреллу и говорит ему: у нас было много политических революций, а социальной еще ни одной. У нас будет социальная революция. Он опирается тоже на очень странных, очень разных людей. Конечно же, его влияние прежде всего определяется тем, что ему очень верит президент новый Фаррелл, доверяет ему, делает все, что Перон хочет. Это номер один. Помимо этого, он окружает себя в этом своем новом министерстве такими интеллектуалами-экономистами, которые много понимают, причем это интеллектуалы левых взглядов, которые разрабатывают такую
активную социальную политику государства. В стране, где все бедные, где зарплаты крошечные, где практически нет социального законодательства, а они начинают разрабатывать, чтобы были оплачены отпуска, чтобы нельзя было увольнять сразу же по любому поводу рабочих и много-много всего другого. Повышение зарплат, естественно, и так далее. Но он опирается не только на президента и не только вот на этих левых экономистов. Еще рядом с ним человек, которого зовут Сиприано Рейес, ну, если попросту, то бандит. Один биограф Перона пишет о нем следующее. Сиприано Рейес – крутой парень, грубый человек из грубого профсоюза фасовщиков мяса, родом из грубого пригорода Буэнос-Айреса. И в те моменты, когда надо будет использовать силу или организовать какие-то уличные столкновения, вот здесь Сиприано Рейес будет бесценен. Еще один человек – это офицер, с которым он дружит уже много лет, они вместе служили. Его зовут Доминго Мерканте, и он обожает Перона и предан ему всей душой. Сиприано Рейес позже попробует выступить против Перона и создать свою оппозиционную партию. И его бросят в тюрьму, и будут пытать, и дадут огромный срок. А Мерканте будет верно служить ему все время. И в какой-то момент Перон подумает, что у него слишком много власти, и снимет его с важных постов. А он все равно останется ему предан. Вот он на него буквально молился. А чем Мерканте так ценен в этот момент? У него, за счет там родственных связей, у него большие связи с профсоюзами. А Перон начинает обхаживать профсоюзы. Сама идея того, что офицер, человек, занимающий крупный пост в военном министерстве, вот с этими какими-то бедняками, где, конечно, куча левых, с этими профсоюзами, какие-то ведет переговоры, приглашает их к себе. А у Перона такая демонстративная политика, его кабинет всегда открыт для представителя любого профсоюза. Вот просто как отдельный человек, если ты придешь, тебя, скорее всего, не примут. А если ты скажешь, что ты приехал вот из такого крошечного городка, как представитель крошечного профсоюза, тебя примут, тебя выслушают, постараются тебе помочь. При этом вот проводится все то, что было запланировано, это повышение зарплат, это ограничение права увольнять. Об этом Перон все время говорит по радио. Благодаря Мерканте он встречается с крупными профсоюзами. А потом начинаются тоже интересные вещи. Значит, есть профсоюзы, которые к нему расположены, которые готовы с ними сотрудничать. Он с ними играет в какие-то игры. Есть профсоюзы, которые совершенно не хотят с ним иметь дело, которые хотят сами добиваться больших уступок, не хотят никаких подачек от государства. Есть большой профсоюз, во главе которого стоят коммунисты, которые не хотят с ним договариваться. Тогда в дело вступает Сиприано Рейес и его крутые мужики. Перон потом писал, нам надо было сломить диктатуру коммунистов. Они были гангстерами. Нам пришлось использовать других гангстеров. Рейес стрелял в представителей профсоюзов, потому что они были коммунистами. И таким образом мы добились необходимого влияния. То есть там, где против него, он спокойно использует силу. Там, где с ним готовы идти на переговоры, он идет на переговоры. Начинается забастовка, и представители его этого секретариата, его министерства, а лучше всего он сам, потому что для него очень важно, чтобы это все связывалось не вообще с государством, а с ним лично. Вот он приезжает на переговоры, он выслушивает всех, он давит на предпринимателей, он постоянно добивается того, что любые трудовые конфликты решаются в пользу рабочих. Он приобретает, естественно, огромную популярность. При этом он очень многие профсоюзы начинает распускать, а потом создавать новые. Разница заключается в том, что эти новые профсоюзы созданы государством и подчиняются государству. Это, конечно, идея, которую он взял у Муссолини, преобразовав ее несколько. Очень быстро, значит, или какие-то профсоюзы сломлены, или же они переделаны и поставлены под контроль государства. В 1945 году уже принимается решение, что в одной отрасли промышленности может быть только один профсоюз, а до этого их было много, могло быть много. И этот профсоюз будет зарегистрирован только с одобрения государства. То есть он
создает систему подчиненных государству профсоюзов. При этом он действительно проводит хорошую политику для рабочих, он действительно заступается за них, он делает то, что обещает. Но за это подчиняйтесь. Мало того, пожалуйста, на местах, вот в отдельных ячейках профсоюзов, выбирайте, кого хотите, решайте свои вопросы сами, но сверху вы все равно будете подчиняться государству. Так это же знакомая, к сожалению, картинка. Он как бы создает гражданское общество, но это фальшивое гражданское общество, потому что оно все подчинено вертикали власти. Рабочие в большинстве своем довольны, потому что они получают очень много из того, что им нужно. Ну, не говоря о том, что Перрон очень обаятелен, что ведется очень большая пропаганда его сторонниками, что он очень много выступает по радио, что любой указ, улучшающий права рабочих, подписан его именем, и на это обращают всеобщее внимание. Его популярность растет. Все больше и больше разговоров о том, что на следующих выборах он будет президентом. А он говорит, мне не нужно, совершенно не хочу, ничего подобного не будет. Он всячески это отрицает, потом он перестает это отрицать, потом начинаются какие-то разговорчики. То есть дело идет потихоньку. Вот он сильно улучшает положение рабочих, вот он повышает зарплату военным, вот он расширяет офицерский корпус, вот он ускоряет продвижение по службе. То есть обе этих его опоры становятся все более и более прочными. К этому добавляется еще одна вещь, потому что в 1944 году он знакомится с Эвой Дуарте. Как написал один биограф Перрона, очень символично, что их знакомство произошло в результате землетрясения. Перрон был к этому моменту вдовцом. Его первая жена умерла довольно рано, и он, судя по всему, очень переживал. У него была молодая возлюбленная, что в офицерском корпусе считалось совершенно нормальным, только надо было как-то не выпячивать эти отношения, а ей было там 16-17 лет, и он ее выдавал за свою дочку. 1944 год. Происходит страшное землетрясение. В Буэнос-Айресе чуть-чуть его ощутили, а вот в городе Сан-Хуан жуткие разрушения, огромное количество жертв, тысячи людей бездомных. Нужна помощь. Кто же будет оказывать эту помощь, как не человек, который отвечает за вопросы труда и социальной политики? И Перрон начинает организовывать помощь, он обращается с речами, он собирает средства, решают провести фестиваль, на котором будет тоже сбор средств, будут выступать актеры, певцы. Вот здесь и появляется актриса Эва Дуарте, которая успешно выступает на радио, которая тоже пришла для того, чтобы организовывать помощь пострадавшим людям. Через много лет Перрон описывал их встречу. Как всегда, очень много наврал. Очень интересно, что наврал. Писал он следующее. О том, что собрались люди обсуждать организацию сбора помощи. И вот пришла женщина в очень скромном платье, с длинными белыми волосами. Хотя она еще тогда не высветляла себе волосы. Это тоже характерная вещь. Но это он мог просто забыть и спутать. Он пишет. «Мне понравилось, как эта женщина думала и работала. И я понял, что она не похожа на других. В ней было что-то, что возвышало ее над другими. Что-то в том, как она говорила, в том, что она предлагала. Она была практичной, и у нее были новые идеи». Это тоже такая интересная вещь, потому что, исходя из этого ее рассказа, там получается, что она предлагала, как по-новому организовать сбор помощи. Он ей сказал, ну, раз ваша идея, вы это и делаете. И она все блистательно организовала. Но на самом деле ничего этого не было. Она действительно участвовала в сборе помощи, но ничего не организовывала. А Перрон задним числом уже представляет ее вот как такую душу этого сбора, главного организатора. Перрон пишет, что его потрясла ее хрупкость, ее горящие глаза, ее длинные светлые волосы, ее сильный голос. И дальше, опять, как он описывает свои ощущения. Я смотрел на нее и чувствовал ошеломление от ее слов. Я был захвачен мощью ее голоса и тем, как она выглядела. Эва была бледна, но когда она начала говорить, то ее лицо показалось охваченным пламенем. Ее руки были красными от того, как напряжены были ее сжатые пальцы. Она была просто сгустком нервов. Я увидел в Эвите удивительную женщину. Она была переполнена настоящей страстью, вдохновлялась своей волей и верой, которую можно было сравнить только с верой ранних христиан.
Вот это тоже очень интересная штука, потому что, были воспоминания же разных людей об Эвите, вот той молодой Эвите, с которой он познакомился. И вот этого образа такой святой первой христианки, бледной женщины, у которой лицо пламенеет, никто этого не видел. Это тот образ, который будет создаваться позже. А он задним числом, может быть, помнит ее такой, а может быть, осознанно описывает такой, какой она еще не была. А кем же она была? Она была женщиной с непростой судьбой, скажем так. Она родилась в маленькой-маленькой городке, деревушке практически, Лос-Толдос, и потом всячески старалась забыть, что она там родилась, потому что позже ее семья переехала в городок немножечко побольше, в Хунин, и вот она говорила, что она родилась там. Родилась она в 919 году, а позже, когда они уже женились с Пероном, она осознанно подделала бумаги, что было написано, что она родилась в 22 году. И было это сделано не для того, чтобы уменьшить себе возраст на 3 года, а для того, чтобы убрать то пятно в своей биографии, которое ее жгло, конечно, с детства. Она была дочерью богатого человека, Хуана Дуарте, который жил на 2 семьи, что, в принципе, было очень распространенным делом и не считалось чем-то позорным. У него была первая семья в другом городе, а здесь, в Лос-Толдос, он уже 18 лет жил с женщиной, Эвита была 5-м ребенком в их семье. Причем у него было достаточно денег, чтобы содержать обе семьи, все было поначалу не так уж плохо, но когда Эвите исполнился год, то отец вернулся к той первой семье, а их бросил. Единственное, что он оставил, это он оставил документ, в котором он подтвердил, что это его дети. Таким образом, они все-таки получили право пользоваться его фамилией. Но не более того. Все, конечно, знали, что они незаконно рожденные. Положение материально очень сильно меняется. Мать вынуждена подрабатывать, шить для других людей. Они переезжают в дом хуже, они переезжают в другой город, но там все равно все знают о том, что она незаконно рожденная. Она идет в школу, и там на нее с таким презрением смотрят. Постепенно у них все-таки жизнь наладилась, там особенно старший брат работал, помогал. Но было несколько лет, если не нищеты, то очень большой бедности. А главное было вот это вот унижение. В 26-м году ее отец погиб в автомобильной катастрофе. Мать взяла детей и отправилась на похороны. Эвита, которой было 7 лет, запомнила на всю жизнь, и потом возвращалась к этому и вспоминала это ужасное унижение, потому что они пришли, жена законная говорит не пускать их, и их не пускают. А мать, у нее была женщина сильная, и она требует, чтобы их пустили в церковь, чтобы им дали проститься. Просто скандал. Дети стоят. В конце концов, уговорили, пустили их, но пустили в последний момент, когда все уже ушли из церкви. Они простились, потом им сказали, чтобы они ушли. Потом идет похоронная процессия, им не разрешают идти рядом с гробом, они идут где-то сзади. Вот она это все запомнила, как невероятное оскорбление. А Эвита вообще оскорблений не прощала. Вот этот вот ангел, первая христианка, она была очень злопамятная. И это было оскорбление со стороны более богатых людей. Через много лет она будет вспоминать, как ее в детстве шокировало открытие, что есть люди бедные, а есть люди богатые. И она говорила, что большую боль мне причиняло не то, что есть бедные, а то, что есть богатые. Вот этого она не могла перенести. Просто вспоминается анекдот про внучку декабриста, которая большевиков спрашивает, а вы ради чего революцию совершаете? Они говорят, чтобы не было богатых. Она говорит, как интересно, а мой дедушка хотел, чтобы бедных не было. Вот и Эвита всю жизнь хотела, чтобы не было богатых. Хотя бедным она помогала. Уже в это время, в своем таком несчастном, одиноком детстве и отрочестве, она мечтает о красивой жизни. Ее идеалом была актриса американская Норма Ширер, которая родилась в богатой семье, потом отец разорился, она жила в ужасной бедности, но пробилась, стала звездой, знаменитостью. Вот она тоже хочет быть звездой, знаменитостью. Она даже в школе играет какие-то маленькие роли, ничего не особенно не получается, но где-то вот она сыграла какую-то рольку небольшую в школьном спектакле и, конечно, с тех пор мечтает о том, что она будет актрисой. В 1935 году, когда ей еще даже не исполнилось 16 лет, она покидает Хунин и переезжает в Буэнос-Айрес. Еще один момент, про который известны разные вещи,
судя по всему, не соответствующие действительности. Основной миф – это то, что в город приехал знаменитый очень тогда певец Аугустин Магальди, он ее соблазнил, и она уехала с ним в Буэнос-Айрес. Проблема заключается в том, что Аугустин Магальди, во-первых, был очень счастливо женат, во-вторых, он обычно ездил на гастроли с женой, и в-третьих, нет никаких фактов, подтверждающих, что он вообще в 1935 году был в Хунине. То есть, скорее всего, это откуда-то возникшая такая байка. Есть вариант, что с каким-то другим молодым музыкантом она убежала, а есть вариант, который вот ее родственники потом развивали, о том, что мать просто вместе с ней поехала, потому что девочка хотела пробиться, у матери были большие планы, и вот она, конечно же, в Буэнос-Айресе пробьется. И мать ее привезла в город, а сама потом вернулась в Хунин. Может быть и так. Во всяком случае, мы знаем, что в 1935 году молоденькая девочка, совсем некрасивая еще в тот момент, не очень привлекательная, оказывается в огромном городе. Что она там делает в течение нескольких лет, не очень понятно. Потом ходили разговоры, что она занималась проституцией, что она снималась для каких-то порнографических картинок. Это доказать очень сложно. Похоже на то, что это в основном было просто желание как-то ее унизить. Но, естественно, жизнь у нее была тяжелая. Естественно, к ней все приставали. Она пыталась пробиться в театре, в кино. Она получала какие-то крошечные роли. Но потихонечку она поднимается. Ей помогает ее брат, который вообще важную роль очень сыграет в ее жизни. В театре у нее не очень получилось, в кино тоже средненько. Но у нее получается на радио. Она начинает играть в том, что тогда называлось мыльными операми, радиосериалами. И здесь у нее все хорошо получается. В 1939 году она уже руководит одной из больших таких компаний, записывающих эти мыльные оперы, и сама играет. Она уже достаточно известный человек и получает довольно много денег. Вообще для этого понадобилось всего 4 года, даже меньше, что говорит о ее больших пробивных способностях. Потому что особых актерских талантов у нее нет, она сама это признавала. Через много лет она сказала своему духовнику, что то, что она делала в кино, было плохо, то, что она делала на сцене, было посредственно, а то, что она делала на радио, было приемлемо. Ну, то есть она, в общем, понимала свой уровень. Во время сбора благотворительных средств для пострадавших от землетрясения, который, конечно, она не организовывала, но в котором она участвовала, она знакомится с Пероном. Причем даже она сначала сидела с другим человеком, потом у них с Пероном пробежала какая-то искра, они весь вечер общаются и уже уходят домой вместе. При этом у Перона живет эта вот 16-летняя его, так сказать, дочка, возлюбленная, по прозвищу Пиранья, очень оригинальному, но она совсем не Пиранья, она тихая, молчаливая, ей скучно. Есть одна версия, что в отсутствие Перона через несколько дней Эвита собрала свои вещи, погрузила на машину, приехала, выгрузила их в его квартире, эту его любовницу выгнала, вещи погрузила в грузовик и отправила ее домой. Другой город, откуда тот ее вывез. Это в какой-то мере тоже показано в «Эвите», в мюзикле, но уж больно что-то романтическое. Есть совершенно другая версия, что сам Перон быстренько поговорил с этой девочкой, сплавил ее. Дальше он совершает неожиданную вещь. Для офицера иметь любовницу было нормальным делом. Только не надо было это демонстрировать. Аргентина была достаточно традиционной страной. Эвита селится в квартире рядом с квартирой Перона. Она превращается практически в одну квартиру. И они все время вместе. Они вместе живут. Он не скрывает этого. Он не выдает ее там за дочку, за сестру, ни за кого. Она присутствует у него дома, когда приходят гости. Она беседует с этими гостями. Вообще-то даже жены не часто такое делали. Он выезжает с ней в свет. Он знакомит ее с другими людьми. Это невероятно всех шокирует. А они себя ведут так, как будто бы это само собой разумеется. Конечно, тут сразу хочется сказать, вот как велика была эта любовь, какая сильная страсть. Проблема заключалась в том, что похоже, что никакой страсти ни один из них не испытывал. Об этом тоже много чего написано, и воспоминаний, и исследований, о том, что ни для Перона, ни для Эвиты секс и какие-то такие сильные чувства, связанные с этим, вообще не играли большой роли. Перон, например, говорил, что ни в коем случае нельзя жениться на той женщине, которая тебе нравится. Ну, очевидно, потому что это тебя ослепляет. А вот надо продуманно жениться на той, которая тебе нужна.
Про то, что у Эвиты, у этой святой, прекрасной красавицы, а она скоро преобразится. Она превратится действительно в невероятную светскую красавицу в фантастических туалетах. Все подчеркивали, что у нее вообще не было никакого секс-аппила. Вот она была совершенно не сексуальна и в этом смысле абсолютно непривлекательна. И, как один историк резонно предполагает, что главным в их союзе, они, конечно, очень тепло относились друг к другу, а Эва боготворила Перона, и с каждым годом все больше, и сохранились его очень нежные к ней письма, но похоже на то, что для них все-таки главным в их союзе было стремление к власти. Перон тоже очень много говорил о том, как у них не было частной жизни, потому что у них была жизнь общественная. Они последовательно выстраивали свой образ. Мы люди, которые живут для других. Мы люди, которые живут для народа. А наши личные чувства – это вообще совершенно что-то неинтересное. В мае 1944 года сотрудники радиостанции создают свой профсоюз. И, как тоже остроумно заметил один историк, они проявили наблюдательность и выбрали председателем своего профсоюза Эву Дуарте. Перон на своем посту главы секретариата труда и социальной политики принимает официально сеньору Дуарте, она приносит ему бумаги, он просит ее пройти в кабинет, он регистрирует их профсоюз, то есть вот все должно быть по закону, какие бы у нас ни были неформальные отношения. И потом Перон все время подчеркивает, я увидел в Эвите не красивую женщину, а хорошую женщину прежде всего. Я понял, что она будет для меня партнером, что она будет тем женским лидером, который нужен для моего движения. Ну, такой товарищ по работе будет. И что-то в этом роде и происходит. Весной 1945 года раскрывается заговор очередного генерала. Арестовывают генерала, арестовывают несколько сотен офицеров. Дальше какие-то странные, совершенно фантастические обвинения. О том, что они хотели сократить офицерский корпус на 30%, а военное училище закрыть на 10 лет, а полицию вообще распустить и все функции полиции передать армии. То есть офицеры должны будут выполнять роль полицейских. Все это сделано, конечно, для того, чтобы вызвать какое-то возмущение армии, вызвать желание новых сил, новых людей. И все больше и больше людей смотрят на Перона и говорят, вот он такого не допустит, он-то повышает все время зарплату офицерам, он увеличивает офицерский корпус, вот наш человек. Перон долго это все отрицает, какие-либо свои желания президентские. Но летом 1945 года происходит очень интересная вещь. Происходит очень большое собрание, там несколько тысяч человек, объединенных, ну, вроде бы как какими-то политическими идеями. Во время этого банкета какая-то маленькая группа людей, участвовавших в нем, вдруг, вроде бы им так вот, пришло в голову, а давайте мы все пойдем к дому Перона. Ну, то есть они там, наверное, говорили о том, куда мы катимся, нам нужен новый человек, а пошли к дому Перона и попросим его стать нашим президентом. И они так активно сразу это говорят, что довольно большая часть собравшихся идет за ними. Очень интересно, что рядом почему-то оказывается конная полиция, которая их сопровождает, охраняет. Они подходят к дому Перона, уже, правда, довольно поздно, но он выходит на балкон. Почему-то у него в руке микрофон, вот так странно оказалось. Он произносит приветственную речь, они кричат, его, восхваляют всячески. Это вызывает напряжение, потому что генерал Фаррелл, который уже стал президентом из вице-президента, он непопулярен, готовятся новые выборы. Здесь разные были варианты, что надо, чтобы Фаррелл немедленно ушел, и Верховный суд взял в свои руки власть. Надо выбирать и выбирать Перона, нет, надо выбирать гражданского. Страсти накаляются. Очень много людей за Перона, очень много людей против. Фаррелл по-прежнему находится в такой полной зависимости от Перона, хотя он президент. На него давят, что Перона надо арестовать. Нет. Мало того, вот так как страсти накалились, стычки на улицах, где-то применяется оружие, то вводится чрезвычайное положение. А чрезвычайное положение дает возможность арестовывать людей, закрывать университеты. А университеты совсем не хотят, чтобы очередной военный правил. Чрезвычайное положение дает возможность так дисциплинку-то подтянуть и навести порядок. В какой-то момент становится понятно, что за Перона профсоюзы, для которых он очень много сделал, гражданские лица, интеллектуалы, в общем, все против него. Армия тоже им недовольна уже,
потому что непонятно он себя ведет. Опять же, шокирует нравы, демонстрируя свою любовницу, с профсоюзами якшается. И в конце концов на Фаррелла оказывается огромное давление. От него требуют, чтобы он избавился от Перрона. Кто-то хочет убить Перрона. В общем, ситуация очень и очень сложная. И дальше разворачивается такая странная, удивительная интрига. Ему передают распоряжение президента, чтобы он ушел в отставку со всех постов. Он тут же пишет заявление об отставке, причем он говорит: я подписал своей рукой, чтобы вы видели, что рука у меня не дрожала. Все. Но за кулисами люди из его окружения начинают дергать за разные ниточки. В результате, через час после его отставки, Министерство внутренних дел издает заявление, в котором говорится, что полковник Перрон ушел со всех постов, потому что приближаются выборы. И его отставка – это проявление его достойного поведения и его заботы о нуждах народа и армии. То есть получается, что его не выгнали в отставку, что он сам такой благородный, что он ушел, потому что вот выборы будут, он не будет занимать никаких государственных должностей перед этим. Перрону объясняют, что он вообще-то находится в опасности, что у него очень много врагов, к нему могут прийти домой. Бог знает, что может произойти. Дальше Перрон, Эвита, брат Эвиты и еще там сын друга Перрона, они уезжают из дома, они ночуют у друзей, потом они уезжают на остров, где дом был загородный у его друга. И туда приезжает верный, преданный ему Мерканте с сообщением о том, что есть приказ об аресте Перрона. Перрон спрашивает, что со мной сделают. Очевидно, вас передадут в руки флота. А морские тюрьмы на корабле самые были неприятные. Наверное, вас отправят на остров Мартинес-Гарсия. Тоже неприятное место для политических узников. Перрон говорит, можно хотя бы передать меня в руки сухопутных вооруженных сил. Фарреллу это передают, и тот самый Фаррелл, который столько лет выполнял все советы Перрона, шел за ним, повышал его, нет, на остров его отправить. Перрон приехал с того острова, где он был на даче у друга, вернулся в свою квартиру, за ним приходят, и Вита так в него вцепляется, что буквально его отрывают от нее и отправляют на остров Мартин-Гарсия, где он проведет 4 дня. Но за эти 4 дня очень многое изменится. Мерканте вспоминал, как он провожал Перрона на корабль, который должен был отвезти его в тюрьму, как стоял молодой матрос на корабле и плакал, и слезы текли по его лицу, а Перрон просил Мерканте позаботиться об Эвите и был совершенно спокоен. То, что произошло дальше, потом тоже превратилось в миф. И основной миф заключался в том, что его спасла Эвита, что она подняла народ, что она агитировала за Перрона, что она стучалась во все двери и добилась его освобождения. Это тоже такое задним числом совершенно неправильное описание, по той простой причине, что вот в этот момент, в 1945 году, когда Перрон был арестован, Эвита была еще никто. Ну да, актриса, любовница полковника Перрона, которая ведет себя довольно вызывающе. Не более того, она к кому-то пыталась ткнуться, в общем, с ней никто особенно не хотел разговаривать. Очень характерная вещь, что как только Перрон подписал вот это вот прошение об отставке свое, то Эвиту уволили с радио, несмотря на то, что она там в этот момент участвовала в каком-то сериале. Потому что никто не хотел иметь дело с любовницей опального офицера. Мерканте пытался связаться с профсоюзами, но его тоже арестовали. И человек, который, судя по всему, переломил ситуацию, это был тот самый гангстер Сиприано Рейес, который пустил в ход свои связи, а у него тоже были большие связи среди профсоюзов, тем более, что профсоюзы были под контролем того министерства, которое возглавлял Перрон. И дальше толпы рабочих с разных сторон начинают приходить в Буэнос-Айрес. Осталось очень много описаний того, что это не было восстание, это не была демонстрация. Вот люди просто молча шли, сотни, тысячи людей. Этому способствовало, конечно, то, что были слухи, что теперь, когда Перрона сняли, их лишат всего, там отпусков, того, сего, 5-го, 10-го. Как раз на эти дни пришелся праздник, и Перрон недавно провел указ, по которому этот праздник должен был быть оплачен. Праздничный день. Люди пришли к кассам, а во многих местах не платят. И еще говорят, да идите, Перрона просите свои деньги. Это тоже, конечно, повлияло. Но дело было, конечно, не в этом. У Перрона была уже огромная слава.
И они идут, идут, идут и идут. А Перрон к этому времени, вроде бы как под видом того, что он болен, его уже вернули в Буэнос-Айрес, он в больнице. И его просят выступить перед рабочими, которые собираются на площади перед президентским дворцом. А он отказывается. И несколько часов это все продолжается. И в конце концов его уговаривают, он благосклонно соглашается, он уже диктует свои условия, он требует, чтобы правительство было отправлено в отставку, а новое правительство все было составлено из преданных ему людей. И только в 11 вечера, то есть после долгого ожидания, он выходит на балкон вместе с президентом Фарреллом, который уже ничего не значит. Люди на площади начинают кричать. Президент хочет, чтобы они успокоились, а Перрон говорит, пусть покричат. Вот для него это очень важно. Потом тоже будут историки писать, что в этот день, 17 октября, произошло какое-то мистическое объединение Перрона с теми, кто ему верил. Ну, я не знаю там насчет мистики, но то, что он очень четко понимал, что вот это будет основой легитимности его власти. Ему не нужна никакая там демократическая основа. Он примет участие в выборах, но это не это главное. Ему надо получить вот этот вот непосредственный контакт с народом. Он действует как каудилья. И когда Перрон был у власти, и позже, когда его свергнут, вот этот день 17 октября перронисты всегда отмечали. Такой вот для них важнейший день единения вождя и народа. Найпл в своем эссе «Возвращение Евы Перрон» пишет: другие люди предлагали, как всегда предлагают, различные политические и экономические программы. Перрон и перронисты предлагают веру. Вот это, конечно, очень существенная вещь. То есть он не говорит им подробно ничего, не объясняет, не формулирует свои цели. Но он говорит, голосуй сердцем. И они в восторге совершеннейшем. Через несколько дней после этого Перрон женится на Эве, вроде как благодарность за то, как она себя вела. Но на самом деле он, конечно, не может выдвигаться в президенты и жить вне брака с женщиной. Он должен соблюдать теперь приличия. Он женится на Эвите, потом будет церковная церемония. Вот в этот момент очень многие документы будут переделаны, какие-то документы вытащат из архива, положат другие. Вот она пытается скрыть. Она не может совсем уничтожить следы своего незаконного рождения, но во всяком случае скрыть их. Для нее это очень важно. А для Перрона очень важно изменить ее. Она уже не просто актрисочка и не любовница его. Она его жена, она жена кандидата в президенты. Происходит интересная вещь, потому что всюду ищут ее фотографии, рекламу, в которой она участвовала, которая иногда бывала, ну, наверное, не порнографической, но достаточно такой вольной. Это все изымается. Она больше никогда не будет сниматься. В тот момент она снималась в фильме. Фильм был уже практически закончен, но не выпущен. Фильм торжественно ей подарили, и он никогда не вышел на экраны. Не надо эту женщину видеть как актрису, как непонятно кого. Она жена президента, ну, будущего президента. Дальше идет бешеная совершенно предвыборная кампания. И до последнего момента было неясно, кто победит, Перрон или его противник, который выдвигали, ну, скажем так, более демократические силы. Перрон все время упирает на то, что он человек из народа. Вот это вот знаменитое его действие, когда он выходит к микрофону, и он снимает пиджак и заворачивает рукава. Вот я простой человек, мне пиджак не нужен. Это вызывало каждый раз восторг совершеннейший. Он все время говорит о том, как он любит народ. Выборы были назначены на февраль, в декабре, понятно, повышаются зарплаты, делается много тоже других изменений в социальной политике. Это ясный такой ход, простой достаточно. Церковь в этот момент, в общем, поддерживает Перрона, и он ей ближе, чем другой кандидат. Священники не агитируют прямо за него, но спускается такое пасторское письмо, в котором говорится, что ни в коем случае нельзя голосовать ни за какого кандидата, который выступает за отделение церкви от государства. А это как раз противник Перрона. А Перрон всячески подчеркивает традиционность своих нравов. Совсем недавно он жил женщиной демонстративно, не обвенчавшись. Теперь все изменилось. Удивительным образом Перрону помог еще американский посол Брейден,
который ненавидел Перрона и давно писал в Вашингтон, какой тут отвратительный есть политик. Теперь он накопал довольно много о связях Перрона с Германией. Но он вообще считает Перрона абсолютным фашистом, как и многие, кстати. И все это публикует. И это вроде бы должно закончить карьеру Перрона. Но сама идея, что американский посол вмешивается в процесс выборов, а Америка очень непопулярна в Аргентине, потому что она, конечно, все время пытается что-то диктовать, это играет на руку Перрону. Выдвигается замечательный лозунг «Брейден или Перрон». Понятно, кого все выкликают на митингах, кого все превозносят. И когда его обвиняют в том, что он не демократичен, что ему нравятся фашисты, он говорит: а у нас нет проблемы свобода или тирания в Аргентине. У нас другая проблема – социальная справедливость или социальная несправедливость. Вот я за социальную справедливость, а ваши разговоры о свободе – это вообще никому не нужно. И это очень многим нравится, конечно. Проходят выборы, причем, судя по всему, они проходят довольно честно. Очень интересно, что за этим следят военные, которые обеспечивают отсутствие каких-то больших фальсификаций. Перрон получил больше 52% голосов и становится президентом. Это не так уж много, но на выборах в парламент, в местные органы в провинциях перронисты получили огромное количество голосов. И это, конечно, говорило тоже о большой его поддержке. Вот дальше, как один историк написал, что совершенно непонятно, Перрон пришел к власти в результате честных демократических выборов. Почему он потом начал репрессии? Это интересный вопрос. Вот не мог, наверное, иначе. Характер такой у него был. Но сначала он занимается экономикой. Он же обещал социальную справедливость. Вот первый его срок, с 46 по 52 год. Много всего делается для экономических изменений. Очень интересного. Например, национализируется Центральный банк. Например, разрабатывается пятилетний план. Конечно, это не совсем советский пятилетний план, потому что частная собственность остается. Но роль государства в экономике растет как на дрожжах. Растет государственный сектор, растет контроль государства над экономикой. И это Перрону кажется невероятно важным. Он национализирует железные дороги, общественный транспорт, морские перевозки и много-много всего другого. Он резко расширяет социальную политику. Он обеспечивает полную занятость огромному количеству людей за счет государственного сектора. Все это безумно популярно. Есть только одно «но». Это, конечно, вызывает дикую инфляцию. При этом Перрон демонстративно устанавливает отношения с Советским Союзом. У него резко охлаждаются отношения с Америкой. Но он все время говорит: у нас третий путь. Мы не с теми, мы не с другими, мы сами по себе. Мы опираемся на свои корни, мы опираемся на свои традиции, и мы добьемся социальной справедливости. Это очень многим нравится, но только там, где инфляция, там цены растут очень быстро, как известно, и съедают все эти социальные программы. Вот с этим он справиться не смог. Точно так же, как он не мог и не хотел справляться с коррупцией. И воровство страшное. И он, конечно, тоже этим грешит очень сильно. При этом он по-прежнему сохраняет этот образ человека из народа, трудяги такого. Он встает в 5 утра, в 6:20 он уже входит в кабинет, до 7 он подписывает бумаги, потом он принимает посетителей. В середине дня у него сиеста, потом он работает иногда до 8, до 9, до 10, скромно одевается, скромно себя ведет. Они ездят с Эвитой отдыхать за город, где он сам готовит пасту, а она сама застилает их постель. Ну, то есть вот такой демонстративно подчеркнутый простой образ жизни. Он любит смотреть вестерны, он любит танцевать танго. Вот такой простой аргентинец, которому не чужды теплые чувства. Он гуляет с одним из людей своего окружения, видит котенка и тут же идет домой, приносит блюдечко, наливает молочко, дает котенку. Вот какой хороший человек. Это, правда, не помешало ему вскоре после выборов распустить все партии, которые входили в поддерживавшую его коалицию, и создать одну единую партию. Она там будет по-разному называться, но главная идея ее будет, что это будет партия перронистская. Именно вот его поддерживающая. Вот главная суть этой партии. Вот в этот момент Сиприано Рейес, который как-то удивлен тем, что происходит, пытается создать собственную партию и оказаться в оппозиции Перрону, и оказывается в тюрьме. Причем в тюрьме в очень жестких условиях. Перрон отправляет в отставку 3 из 4 членов Верховного суда
а на их место назначает своих людей. Очень скоро в одной из палат парламента 2/3 перонистов, а в Сенате вообще 100%. И это как-то вот так быстренько происходит. Дальше другая вещь, тоже знакомая по многим диктаторам. Статья Конституции, которая запрещала президенту переизбираться на второй срок, отменяется. Причем вроде бы Перрон говорит, нет, я этого не хочу, но почему-то вот так вот против его воли все настаивают, в конце концов он соглашается. Говорит, нет, он сам вообще-то не хотел, это его Эвита уговорила. А что там было на самом деле, мы не знаем, конечно. Хотя можно предполагать. И вот уже резко усиливаются наказания за проявление неуважения к представителям власти. И вот уже запрет предвыборных коалиций. И вот уже очень усложняется процесс создания новых партий. Любую оппозицию, которая не так уж была велика, вот ведь что странно-то. У него действительно была большая поддержка. Нет, надо любые росточки оппозиции задавить. Не дать им говорить. И вот уже есть пыточные камеры в больнице бывшей, куда привозят оппозиционеров, и где им приходится очень несладко. И вот он уже вспоминает, кто там выступал против него в 45-м, 46-м годах, и этому одно предъявляют, другому другое, на каждого можно что-то найти, и он расправляется с оппозицией. Против него настроена практически вся пресса. И он или просто закрывает газеты, или же действует по-другому. Потому что, например, одну газету покупает Эвита, другую газету покупают какие-то другие люди из его окружения. И вот уже эти газеты меняют свои политические взгляды. Одна из самых популярных газет в Аргентине, но она и до сегодняшнего дня существует, «Ла Пренса», принадлежала очень богатому такому аристократическому семейству Пас. Про главу этого семейства Эвита была убеждена, мы не знаем, правда это или нет, что вот он в Америке публично говорил, моей страной управляет шлюха. И она не хотела им это прощать. А Перрон совершенно не хотел допускать, чтобы одна из крупнейших газет критиковала его действия. И, соответственно, там огромные налоги на эту газету. Оказывается, что они сколько-то не заплатили. Сейчас начнется дело. Хозяин газеты благополучно убегает в Уругвай. Сопротивление подавлено. И вот так повсюду оппозиционеры арестовываются, кто-то вынужден уезжать, кого-то пытают, кого-то просто затыкают. Огромное количество интеллектуалов уволено. Профессоров университетов, там около 2000 было уволено. Это, конечно, говорит об уровне сопротивления интеллектуальной элиты. Величайшая гордость Аргентины Хорхе Луис Борхес, который ненавидел и Перрона, и Эвиту, и прямо говорил, Перрон фашист, Эвита шлюха. Вот он не изменился в своем мнении. Но они ему, в общем, платили тем же. Борхес к этому моменту уже очень известный человек. И он работает в библиотеке, руководит библиотекой, то, что он делал много лет. И его не арестовывают, это будет скандалом. И его не выгоняют, это тоже будет скандалом. Его просто переводят на другую работу. Хорхе Луис Борхес, великий писатель, получает новую работу. Он должен следить за качеством курятины и крольчатины на городских рынках. Странное дело, он почему-то не согласился и уволился. «Ла Пренса» была слишком мощной газетой, чтобы просто ее закрыть. Поэтому продавцам советуют не распространять эту газету. Потом вдруг начинаются забастовки. Там тех, кто печатает эту газету, тех, кто должны распространять. Начинаются столкновения. Начинается разговор о том, что она под внешним влиянием, она под влиянием врагов Аргентины. Хозяин газеты предпочел бежать в Уругвай, а саму газету он оказался вынужден продать Конфедерации профсоюзов. Это было абсолютно перронистское объединение. Это один вариант. Другой вариант – просто уволить профессоров. Потом вообще университеты будут лишены автономии, главной основы нормального развития академической науки. То есть они становятся под контроль государства. Когда Перрона спрашивали, зачем нужно применять насилие, арестовывать, избивать, пытать людей, то он, Найпл приводит его слова, он говорил, насилие, совершаемое народом, это не насилие, это справедливость. Вот все очень просто. И тот же Найпл уже в 70-е годы разговаривал с известным юристом и сторонником Перрона и обсуждал с ним тоже вопрос пыток. А тот сказал, оценка пыток зависит от того, кого пытают. То есть кого-то пытать можно, кого-то нельзя. Вот и все. И вот в этой ситуации, когда социальная политика разрастается,
что приведет, конечно, к инфляции, но, может быть, чуть-чуть отложено, еще не сразу это видно. Когда государственный контроль над экономикой как внутренний, так и внешний, потому что он тоже создал такой орган, через который шли все сделки. Вот государственный контроль разрастается, режим становится все более авторитарным. Вот в этой ситуации начинается трансформация Эвиты. Она уже изменилась, она уже из актрисы, ну, тоже такая для традиционного общества достаточно сомнительная профессия, и любовницы офицера, она превратилась в жену президента. А дальше, следующий этап, она превращается, ну, практически в святую. Сначала это просто на уровне благотворительности. Она посещает фабрики, она озабочена социальными проблемами, она высказывается об этом. Ну, это как бы естественно для жены президента, для первой леди, какие-то такие вещи делать, кому-то помогать и так далее. При этом она сама совершенно преображается. Она не была слишком красивой, но она превращается в невероятно элегантную женщину. У нее какие-то абсолютно фантастические платья. Она обожает бриллианты, которых огромное количество у нее. У нее роскошные прически. При этом фотографии, что Эвиты, что Перрона повсюду, везде, в любых учреждениях, в ресторанах, в барах, на улице, где угодно. Все могут видеть эту ее дивную красоту, эти ее роскошные платья. Она говорит, людям нравится, что я красива. Беднякам не хочется, чтобы те, кто их защищали, были старыми, грязными. Ну, вроде как я для них это делаю. Вот эти вот все мои роскошные платья, этот мой роскошный вид. А дальше происходит интересный переломный момент. В 1947 году Франко, каудилью Испании, приглашает Перрона в гости. Перрону нравился Франко, но понятно, что если он поедет, это очень четко покажет его политические пристрастия, он хочет воздержаться, он решает не ехать, не компрометировать. Это все-таки 1947 год, Франко еще довольно сильно замаран. И тогда решают, что поедет Эвита. И она едет сначала в Испанию. Все это сопровождается невероятной рекламной кампанией, пропагандистской, фотографиями, статьями. Эта поездка получает название «Радужный тур». И вот она едет, ну, как посол доброй воли, вот так скажем, не как политическое лицо. Она приезжает в Испанию, где ей устраивают торжественнейшую встречу, где ей дают орден, где ее возят по стране. Ну, просто вообще все восхитительно совершенно. Она побывала в Испании, в Италии, где ее принимал Папа Римский. Она была в Португалии, она была во Франции, где ее принимал Де-Голь. Она была в Швейцарии, где ее встретили не слишком хорошо. В нее бросали камнями, в другом месте в нее бросили помидорами. Она была очень шокирована. Она собиралась еще ехать в Англию и вообще-то рассчитывала на встречу с королевской семьей. А оказалось, что королевская семья не хочет с ней встречаться. И ей надо соблюсти хорошую мину при плохой игре. Она говорит, что она себя плохо чувствует, она измождена, и поэтому она в Англию не едет. Это был такой вот восторг. Эта красивая женщина появляется, вызывает восторги. При этом она сама чувствует себя невероятно неуверенно. Когда они приехали в Испанию, вот первая остановка, их поселили во дворце, а с ней ехала, у нее была такая женщина, Лилиана Гуардо, которая, грубо говоря, ее обучала, как себя вести, как одеваться, как ходить, давала ей советы все время. И когда они приехали в Испанию, она попросила Гуардо спать с ней в одной комнате, она боялась. И когда они уже ложились спать, то они вместе двигали мебель, чтобы задвинуть двери. Она чего-то боялась. Потом вроде бы как все наладилось, она ведет себя спокойно. Конечно, она возмущена тем, что с ней происходит в Швейцарии, но так в целом это, конечно, очень большой успех, эта поездка. Но возвращается она, может, она там думала о чем-то в поездке, предполагала какие-то вещи. Она возвращается, она меняется. Она понимает, что есть довольно много людей, или даже социальных групп, скажем так, которые ее не любят. Ее очень не любит армия. И к Перрону даже обращаются военные с требованием как-то уменьшить вмешательство Эвиты в политическую жизнь. Но он не реагирует. Ее, конечно, не любят аристократы. Кто она вообще такая? И она все время подчеркивает свое бедное происхождение, свою любовь к простому люду и свою ненависть к богачам. В какой-то момент она через третьих лиц купила 5000 автоматических пистолетов и 1500 автоматов и собиралась их передать профсоюзам. То есть ясно совершенно для того, чтобы те это использовали в политической борьбе.
Ну, Перрон успел это проконтролировать, передал оружие полиции. Она, конечно, с каждым годом становится такой все более агрессивной в своей риторике, и она все больше хочет помогать. Ну, что, конечно, замечательно, и осудить нельзя. Она меняется, вернувшись. Больше нет этих роскошных платьев, больше нет этих потрясающих причесок. Ну, бриллианты остались, уж больно она их любила. Но теперь она появляется в виде такой деловой женщины в строгом жакете, в прямой юбке. Волосы у нее забраны назад. То есть это совершенно другой образ, это уже совершенно другая женщина. Она создает фонд Эвы Перрон, который занимается помощью всем уязвимым группам населения. Она вообще занимается тем, что раздает еду, вещи, холодильники, швейные машины и так далее и тому подобное. А людей, которые нуждаются в этом, огромное количество. Она, как и Перрон, очень сильно все хочет замкнуть на себе, поэтому она во всем участвует, она сама раздает, она со всеми говорит, она принимает огромное количество людей. Она работает безумно, у нее работа занимает, в конце концов, 20 часов в сутки. Причем она приезжает в президентский дворец, она кое-как ужинает с Перроном, или уже завтракает, потому что иногда она возвращается только под утро, делает вид, что много ест, хотя она совершенно не в силах, там спит 2-3 часа, едет снова. И вот ее сжигает это желание помогать людям, что замечательно. Но это, конечно, во-первых, помощь такая вот, именно я помогаю, персонифицированная помощь. Ей нужно для этого очень много средств. Она получает их из совершенно разных мест. Она получает государственные дотации. Она практически вынуждает любые перронистские организации жертвовать ей деньги. Крупнейшая перронистская организация, Конфедерация профсоюзов, сначала отдавала ей 3-дневную зарплату за каждого члена своей организации, потом сократили, правда, до 2 дней. Сначала она все делала сама сахар там в пакетике раскладывала. Вскоре уже на нее работает 12 тысяч человек. Это мощнейший фонд, ее влияние превосходит влияние министерств. И на нее начинают буквально молиться. И пропаганда в этот момент создает ее образ этой бледной, почти бестелесной. Она уже очень сильно больна, она худеет все больше. Она превращается в какое-то такое вот дивное видение, которое всем помогает. В моем, как легко уже догадаться, любимом мюзикле «Эвита», который я все время цитирую, там знаменитая сцена, которая называется «And the money kept rolling in», то есть и деньги постоянно вкатывались, да, буквально катились к ней, сыпались к ней, где много ехидного, конечно, сказано. «And the money kept rolling in from every side. Eva's pretty hands reached out and they reached wide». Деньги катились со всех сторон, хорошенькие ручки Эвы дотягивались до них, и они широко распахивались. Now you may feel it should have been a voluntary cause, but that's not the point, my friends. Вы, может быть, скажете, что это должны были быть добровольные пожертвования. Но дело совсем не в этом, друзья мои. When the money keeps rolling in, you don't ask how. Think of all the people guaranteed a good time now. А когда деньги приходят, ты не спрашиваешь откуда. Подумай обо всех людях, которым теперь обеспечена хорошая жизнь. And the money kept rolling out in all directions. To the poor, to the weak, to the destitute of all complexions. И деньги уходили отсюда по всем направлениям. К больным, к бедным, ко всем обделенным. Что правда. Now cynics claim a little of the cash has gone astray. But that's not the point, my friends. Циники говорят, что кое-какие денежки-то уходили на сторону. Ведь дело не в этом, друзья мои. When the money keeps rolling out, you don't keep books. You can tell you've done well by the happy, grateful looks. Когда деньги идут к другим людям, ты не ведешь счета. Ты понимаешь, что хорошо поступил, потому что везде видишь благодарные глаза. Accountants only slow things down. Figures get in the way. Бухгалтеры только замедляют дело. Цифры мешают. Эвита принципиально не хотела вести счета. Она говорила, что это не благотворительность, что это она возвращает людям то,
что им принадлежит по праву. Очень благородно звучит. Очень много было сделано, очень много было роздано продуктов, одежды, обуви, учебников. Построены школы, построены больницы. Все замечательно. Ходили слухи, что весь этот радужный тур был затеян для того, чтобы Эвита перевезла какую-то огромную сумму наличными в швейцарский банк. Скорее всего, это выдумка. Но то, что наличные шли, и то, что от ее фонда они шли, вот это вызывает большее доверие. Эвита тоже работает, как и Перрон, работает над своим образом и над образом Эвиты. И она тоже. Она всех принимает, она с каждым говорит. Она старается давать больше, чем у нее просят. Пропаганда, естественно, гремит по этому поводу. У нее появляется множество прозвищ. Например, госпожа Надежды, матерь невинных, полномочный представитель трудящихся. Больше всего ей нравилось мост любви. Насколько действительно такое называли, это вопрос. Но вообще называли, и культ ее прижился и существует до сегодняшнего дня. И вот одна такая феминистическая исследовательница пыталась разобраться в мифах вокруг Эвиты, и она задавала очень резонный вопрос. Каким образом существует вот этот вот культ в таком мачистском традиционном обществе, как аргентинское? Вот культ сильной женщины. Но понятно, что сильную женщину в ней видели западные феминистки. Вот Мадонна говорила, как ей интересно сыграть роль Эвиты. А в Аргентине он формировался совершенно по-другому. Подчеркивались ее женские черты, ее любовь к Перрону, его обожание его. Она совершенно... Вот в какой-то момент ее обожание Перрона превратилось в какое-то безумие совершенное. Ее такая эфемерность и... Действительно начинали сравнивать ее с Девой Марией, тем более, что у нее не было детей, со святыми. Церковь это стала шокировать, то, насколько ее действительно превращали в такую бестелесную, святую покровительницу Аргентины. С одной стороны, она везде, ее именем назывались площади, улицы, вокзалы, пароходы, поезда, что угодно. С другой стороны, она все время подчеркивает, что она служит Перрону. Она создает женскую перронистскую партию. И очень много говорилось о том, скажем, что она поддерживала предоставление избирательных прав женщинам. Когда это было наконец предоставлено, женская партия, которая, естественно, будет всегда поддерживать политику Перрона. И она все время как бы ставит себя на второе место, но в Госдепартаменте США серьезно обсуждали вопрос, у кого больше власти, у Перрона или у Эвиты. И думали, на кого больше опираться. Она ведет переговоры уже с забастовщиками, с представителями профсоюзов. Она уже не выполняет просто функции первой леди. Она сама становится общественной фигурой огромного значения. Один из крупных чиновников видел, как Эвита разговаривала с министром финансов и закричала ему «заткнись». Он заткнулся, конечно же. При этом вот эта вот ее любовь к Перрону, ее ненависть к богачам и ко всем, кто против Перрона, становится все сильнее с каждым годом. Это видно по ее речам, по ее выступлениям. Она объявляет всех антиперронистов предателями. Она требует, чтобы их выгоняли с работы, чтобы их преследовали. Потом она идет дальше. Она говорит, что каждый, кто равнодушен к делу Перрона, тоже предатель. И он тоже не может быть назван аргентинцем. Она просто вот раздувает страсти. Найпл пишет, Эва проповедовала простую ненависть и простую любовь. И это было всем очень понятно и близко. Она говорит, что Перрон для нее – это само совершенство, что это свет во тьме, что он как светящийся метеор, освещающий тьму, что есть 3 священных понятия – Родина, народ и Перрон. То есть она участвует в создании культа Перрона, а Перрон поддерживает ее культ. Но эта ситуация длится не очень долго, и она, конечно, живет на таком надрыве, который даже здоровый человек не может выдержать. Она была человек очень нездоровый. У нее какие-то странные головокружения, приступы слабости, обмороки. В конце концов, выясняется, что у нее рак матки. Дальше идет такое ее довольно быстрое, но мучительное умирание. И от этого она становится еще более бестелесной. Конечно, не афишируется ничего ее болезнь, она скрывается. Незадолго до смерти она участвует в параде в честь Перрона. Они едут на машине, она не может стоять. И поэтому там под одеждой у нее такой каркас, который ее держит.
В какой-то момент устраивается грандиозная демонстрация, участники которой требуют от Перрона и Эвиты, которые стоят на балконе, чтобы Эвита стала вице-президентом. И она потрясена, конечно, этим народным обожанием, но отказывается. И тут не совсем понятно. Очевидно, было ясно, что этим будет очень недовольна армия, а с другой стороны, она уже очень плохо себя чувствует. Ее оперируют, у нее боли, у нее страшные кровотечения. Недавно был врач, который проанализировал череп Эвиты, снимки черепа Эвиты, и пришел к выводу, что ей делали лоботомию в последние месяцы ее жизни. Очевидно, считалось, что, удалив лобные доли мозга, ее сделают такой более пассивной, менее эмоциональной и менее восприимчивой к боли. Из этого уже построили целую теорию заговора, что это Перрон хотел ее подчинить, но это все кажется мне полными выдумками. Но это просто говорит о том, как мучительно и тяжело она умирала. Смерть, конечно, приводит к взрыву народного горя и в какой-то мере поначалу увеличивает популярность Перрона. Конституция изменена, он проходит на второй срок, почему-то с большим количеством людей, голосующих за него добровольно, а кто-то, может быть, и не добровольно. Но ситуация сильно изменилась. Во-первых, к началу 50-х годов очень испортилось экономическое положение Аргентины. Там был ряд объективных факторов, не зависевших от Перрона, но он, конечно, очень много сделал этим своим вмешательством государства для того, чтобы резко увеличить инфляцию, и много испортил в вообще развитии экономики страны. Перрон вроде бы может быть очень уверен в себе, но он по-прежнему всюду, как любой диктатор, он всюду видит врагов. В 1953 году во время огромной демонстрации в поддержку Перрона кто-то бросает бомбы. Несколько человек погибает, довольно много людей ранено. И Перрон тут же призывает толпы отомстить, и их ведут, эти толпы, к штаб-квартире социалистов и к жокей-клубу, к одному из главных аристократических мест Буэнос-Айреса. И эти дома разоряются и сжигаются дотла. Когда надо, он выпускает этот народный гнев, заодно и пар вообще выпускается, и одновременно натравливает на своих врагов политических. Он пытается бороться, он вводит режим строгой экономии в надежде бороться с дефицитом бюджета, он пытается привлекать иностранные инвестиции, что не очень получается. У него развивается конфликт с церковью, которая в предыдущие годы его всячески поддерживала. Конфликт был по разным причинам. С одной стороны, он легализовал проституцию и разрешил разводы, что церкви уже не понравилось. Дальше пошли слухи о том, что он живет с 14-летней девочкой, что правда. У него была 14-летняя любовница. На какой-то пресс-конференции журналисты спросили: а правда, что вашей подруге 13 лет? Даже 13 сказали. Перрон сказал: а я не суеверен. То есть он, в общем, тоже не очень это скрывал. Девочка, потом уже, когда выросла, писала воспоминания. Она была из бедной семьи. Она говорит: для нашей семьи Перрон был богом. То есть вообще, когда он на нее обратил внимание, это было какое-то великое счастье для нее. Как-то далеко не всем нравится. Эта политика Перрона, это, конечно, смешно говорить, что его падение произошло именно из-за того, что он себя морально вел. Это, очевидно, стало какой-то последней каплей. В 1955 году консистория Ватикана осудила Перрона за это. Это не было отлучение от церкви. Отлучить от церкви все-таки его мог только Папа Римский. Но это было, почти отлучение. Во всяком случае, это стали так воспринимать. Перрон не из тех, кто будет уступать. Тут же, конечно, опять толпы, демонстрации, нападают на церкви, сжигают их, разоряют. Как вы смеете нашего президента оскорблять? Ситуация становится такой военной. Дальше там ситуация такая, что была процессия верующих, и вроде бы во время этой процессии кто-то сжег флаг Аргентины, знак протеста против политики Перрона. Тут же огромная демонстрация в защиту Перрона. В этот момент над городом летят 30 самолетов. Очевидно, они летели для того, чтобы бомбить президентский дворец. Но они сбросили бомбы, и бомбы упали в толпу. Погибло очень много людей. Дальше начинаются бои практически в городе. Летчики летают в Уругвай, когда поняли, что не получилось ничего. Снова толпа громит церкви. Часть армии поддерживает антиперронистов, часть перронистов. Происходит
гражданская война в миниатюре. Та самая война, от которой Перрон обещал оградить Аргентину. В конце концов, часть военных, придерживавшихся строгих католических взглядов, берет власть в свои руки, они объявляют, что произошла революция. Перрон тут же свою девочку бросает и бежит из страны. Он бежит в Парагвай, он дружил с диктатором Парагвая, Стресснером, тот его принимает. Перрон свергнут, вроде бы как все ликуют. Борхес говорит, у нас было желание забыть все то, что было до этого. Я не хочу произносить имя Перрона. Если бы я писал о нем в своем рассказе, я бы назвал его или беглецом, или диктатором, но я не называл бы его по имени. Он мне отвратителен, он представлял отбросы земли. И так думал, конечно, далеко не только Борхес. После этого начинается странная ситуация. Перрон уезжает в Парагвай, потом он какое-то время живет в Венесуэле, он все надеется вернуться. Потом он переезжает в Панаму, там он знакомится с молоденькой танцовщицей, которая будет его третьей женой. Ну и в конце концов он оседает в Мадриде. А Аргентина погружается в хаос, где одно военное правительство сменяется другим, где Перрона свергли, но методы остались те же. Это аресты, это пытки, это военные перевороты. Ситуация тяжелая. И в этой тяжелой ситуации снова начинает возрастать популярность Перрона, которого воспринимают, бежал, ушел истинный правитель, который должен нас спасти, который должен вернуться. Там разные тоже за эти 17 лет происходили перипетии, но основной такой тренд – это то, что популярность Перрона, которая в начале 50-х явно шла на спад, она растет. Причем есть левые террористические группировки, которые борются за возвращение Перрона. Есть правые националисты, профашистские группировки. Это тоже говорит о том, что он, как, в общем, тоже, наверное, почти любой диктатор, он, в общем, вне идеологии. Его идеология – это его власть. Он заигрывает с левыми, он заигрывает с правыми, он общается с самыми разными людьми, от фашистских преступников до Че Гевары. Он нравится многим. Он уже в 60-е годы пытался вернуться, его не принимали. Он отправлял жену, чтобы она там наводила какие-то мосты. Профсоюзы выдвигали лозунг «Перронизм без Перрона». Очевидно, социальная политика, пусть даже государственный контроль, но без диктатора. Левые, правые, он со всеми заигрывает. У него такая, прекрасная картинка. Мао должен быть хозяином Азии, Нассер хозяином Африки, де Голль хозяином Старой Европы, Кастро хозяин Латинской Америки. Тут не совсем понятно, где его роль, но, очевидно, он для себя оставляет место хозяина Аргентины, скажем так. А дальше в очередной раз происходят удивительно чудесные вещи. В 1973 году назначены выборы. Перрон хочет выдвигаться, ему не разрешают. И тогда выдвигается перронист Гектор Кампора вместо Перрона. Он все время подчеркивает свою приверженность идеям перронизма, то он проходит на ура, он побеждает. 25 мая он вступает в должность, он тут же, конечно, амнистирует всех политических заключенных. И 20 июня, то есть меньше месяца прошло после вступления нового президента в должность, и Перрон возвращается в Аргентину. Его в аэропорту встречает огромная толпа. Якобы там было 3,5 миллиона встречающих. Это мне трудно представить, но так говорят. Не знаю, кто считал. А дальше разворачивается страшная трагедия, потому что среди встречающих довольно много участников этих левых перронистских группировок. А для встречи Перрона такая сделана трибуна, на которой он, очевидно, должен выступить и всех приветствовать. И рядом с ним стоят снайперы переодетые. И снайперы – это представители крайне правых, таких профашистских организаций, поддерживающих Перрона. И в какой-то момент они просто открывают стрельбу по толпе и стреляют в этих левых. То есть одни перронисты стреляют в других. Насколько Перрон это знал? Он ли это организовал? Кто-то еще? Тут очень сложный вопрос. Но ясно, что правительство совершенно этим скомпрометировано. Президент уходит в отставку, вице-президент уходит в отставку, назначаются новые выборы, и на этих выборах побеждает Перрон. Это 1973 год. Он уже на 79-м году жизни. Говорили, что он в маразме. Определить это было довольно сложно. Он делает своим экономическим советником
человека коммунистических взглядов. Он делает вице-президентом свою жену. Ближайший советник, ближайший помощник, его секретарь Хосе Лопес Рега, которого сравнивали с Распутиным много раз. Человек, который занимается оккультизмом, занимается какими-то там неземными цивилизациями, мистическими учениями. И одновременно имеет огромное влияние и на Перрона, и на его жену, ну и, конечно, на капиталы, которые тут крутятся. Говорили, что именно он устроил вот этот вот расстрел при приезде Перрона. Ну, тут тоже проверить это довольно трудно. Ему дали прозвище «колдун». То есть это какой-то такой жуткий, страшный образ этого стареющего диктатора, уже молчу соображающего. При нем молодая, довольно неприятная жена. При них это какой-то дикий, странный человек, который тоже там запрещает организации, устраивает аресты, кого-то сажает в тюрьму, пользуется почему-то огромным влиянием, хотя он секретарь всего лишь. И все это длится до смерти Перрона, который произойдет в 1974 году. Его жена после его смерти становится президентом, пытается удержать власть. При ней тоже продолжаются и аресты, и пытки. И вообще есть такая версия, что она во многом подготовила тот жуткий взлет насилия, который будет потом в Аргентине в конце 70-х, в начале 80-х годов. В 1976 году свергают Изабель Перрон, устанавливается власть военных, которые зальют страну кровью. Так закончилась эта странная жизнь Перрона, до этого жизни Виты. Но их популярность сохраняется. Конечно, прежде всего Эвиты, которая уже превратилась в абсолютно мифологическое существо. Популярность Перрона тоже остается очень большой. И по-прежнему очень многие считают его лучшим правителем XX века и человеком, искренне заботившимся о народе. Другие говорят, что он был вором, что он приказывал пытать людей, что он был преступником. Конечно, эти версии никогда нельзя будет примирить. Всегда будут оставаться вот эти вот совершенно противоположные взгляды. Но то, как долго сохраняется популярность Перрона, и то, каким мистическим культом окутано имя Эвиты, наверное, это говорит о том, с каким трудом приживаются рациональные демократические идеи института. Аргентина прошла страшный период после смерти Перрона, но уже в течение нескольких десятилетий пытается выйти из этого кризиса каким-то новым рубежам и разобраться со своими травмами. Ну, будем надеяться, что им это удастся. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Спасибо нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Если вам понравилась эта лекция, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и сделать репост. Это очень важно для нас. И, конечно, очень интересно, как вы думаете, каким образом в 20 веке возможно вот такое почти обожествление жены президента? Чем это вызвано? Необразованностью людей, их надеждой на лучшее, их верой в светлые силы, харизмой Эвиты, пропагандой. Жду ваших комментариев. Счастливо!